Бенединьо, добрый вечер. Как оно? Как твоя среда, мой чувак? This is среда, my dudes. Ну, да кайф, и чё тогда? Без бубнижа всякого. Много ходил? Ну, тут... Я как, хорошо? На челе, на расслабоне. Тоже без бубнижа. А чё бубнить-то? Думаю, дай чутка залечу, может, в прагмате хоть эти поделаю. Сегодня тренировки. А то чувствую, их там много сейчас. Думаю, что это... Very не быстро все будет. Так, стримманагер включили мы? Включили. 2К... О, 2К есть, отлично. Все, 2К есть. Игра. Загрузка. Жмайте любую кнопку. Жмав. Левел 3. Так. Все здесь правильно все. Что это здесь? О нет! Я забыла убрать машинку на место. Кстати, а как эта штука работает? На батарейках? Даже не знаю. Я думала, что она заряжается от пола. Как я. Погоди-ка, ты заряжаешься от пола? Колыбель пронизана энергией и поддерживает беспроводную зарядку. Думаю, все роботы Кайф. заряжаются так же. Да. Их Балдыш. здесь так много, что подобная технология самый простой выход. Теперь поиграю вон там. Кибербиоман, здорово. Я вчера не успел сказать, но спасибо за... По-моему, ты же, да, подарил сапку на кукожу? Если не ошибаюсь. Спасибо. А мне тоже кажется, что как бы если она покинет станцию, то разрядится. А как тогда нам быть, если она разрядится? Это же плохо. Как бы я тоже не совсем вдупляю этот момент. Ну го, у нас тут еще раз, два, три, 6 симуляций. Победите исполнителя за 45 секунд. За 30 секунд его надо. Жестко. Да, спасибо большое, спасибо. Аллаба! Где он? То, что надо! Как тебе такое? А, все что ли? Изи. Исполняет он там. Тоже у меня тут вышеловка. Ага. Так, что там? Всех врагов утилизатором? За 50 секунд. Готовься! Осторожно, это не все! Мразь, ты как тут остался один? Ублюдок. Атакует! Я упал.
Начало. Есть план, смотрите. Смотри! Есть! Та-тан! Допустим. Он еще мастер замков. Вы ведь... Так, что там? Завершите за 15 секунд. Нифига. Указанная зона за 3 секунды. Надо просто добежать, да? То есть не надо даже никого убивать. Не финты. Блин. Я нажимаю нормально, но... Видите, он когда нажимается, почему-то соседние мне теребонят. Так, ага. Вот так попробуем сделать. Сначала заново начать. Успел. Фух! Не успел. А как успеть-то? Я не понимаю, как успеть. Может так будет проще мне. Я не понимаю, как за 15 секунд успеть. Полсекунды не хватило. Очень тайминги здесь тугие, конечно. Очень тугие тайминги. По газам. Зоны, все контейнеры без получения урона. Ну, давай попробуем. Ага, нифига. Непростая тут задачка тоже. Следи за датчиком наведения.
Как? А как я долетел в первый раз? Я как-то первый раз долетел там, но я не понял, как я долетел первый раз. Атакует! Слушай, не понял. Ну, я первый раз же долетел. Но я понимаю, что там расстояние слишком большое, что я, ну, никак не попадаю туда. Следи за датчиком наведения. Но очень медленно двигается. В нас что-то целится. Смотри! Какой крепкий. Осторожно! Щет! Сука! Следи за датчиком наведения. В нас что-то целится. Осторожно! Я не успеваю просто и так, и так. А может надо просто туда тоже сеткой выстрелить и все, и не заморачиваться. Следи за датчиком наведения. В нас что-то целится. Атакует! Да, надо было тоже сеткой туда. По газам, но... Допустим. Непросто. Враждебность. Победить врагов, используя узлы взлома. Дружественным огнем завершите в течение 100 секунд. Убить всех врагов. Ню! Парализующие мины! Датчики отключены! Атакует!
Чертовщина. Диана, помоги! Сейчас! Спасибо, Диана. Не за что. Не-не-не-не-не-не-не, вот так. Поехали. Хью! Прыгай, Хью! Ура! Все, осталось только закончить. Моя очередь. Осторожно! Успел, не успел? Успел! Последнюю секунду просто успел! Последняя тренировка пока доступная. Оружием за 90. Что там еще? Все контейнеры. За 80 секунд всех врагов и все контейнеры. Поехали. Ехала. Вроде все. Следи за датчиком наведения. Готово. В нас что-то целится. Атакует. Мы справились. Не, коробка, 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 коробка. Я ее поздно увидел. Коробка. Это все? Следи за датчиком наведения. За взятчиком наведения. Готово. Осторожно. Мы справились. Ух, ну это простая, кстати, была. Оп-оп-оп. Да. Бро, здорово. Узорчик добрый. Какой именно? Что там? Что за узорчик? Фух, ну ладно, пока все треньки этот. Как? Треньки закончили, все тренировочные симуляции кончили. Было непросто, но мы задрочили. Было very непросто, но мы справились. Так, надо какую-то бинго собрать. Либо диагональный бинго, либо вертикальный бинго. Я бы вот этот бинго собрал, но этот пока у меня не хватает. Пока не знаю, не могу как. Давайте диагональный соберем. Хочу диагональную собрать. Копейщик. Мы рады предоставить вам...
Из неосновных модулей наносят на 50% больше урона. Что? Я Один понял. из наших лучших товаров. И колыбель. Проникновение в колыбель день Бинго! 5. Просто отлично! И еще вот это забираем. Есть. Спасибо. Установили небольшое количество здоровья, проходя. Но если да, если мы проходим, то... Нормально так хилит он. Солидная хихилочка, если честно. Уровень удовлетворения максимальный. Очень рады, что смогли вам помочь. Так, го глянем копейщика. Да, вот эти вот ублюдки, да? Да, вот так вот открываются. Давай попробуем ее использовать. Мразичи, конечно, еще те. Новейшая модель обходчика с улучшенными эксплуатационными характеристиками для повышения мобильности. Робот оснащен модернизированными креплениями рук и усовершенствованными датчиками координации под управлением. И воспроизводительность привода может достигать кратковременного пика в 300%, что позволяет наносить точечные и пробивные удары. Бро, у тебя как дела? Как там твое плечо? А где? Где малая? Вон малая. Все, нормально. Ну я что-то прямо припотел. Жестко. Че, не знаю, или что, взлом здесь? Здесь взлом, что, нагрев? Нагреваться. Ну давай купим, что. Оп. Эффективность снижается, да-да-да. Ну, не знаю, что-то, по-моему, тоже такая ситуативная штука, что прям не уверен, что она прям того стоит. Так, обилки мы все выкачали, кроме вот этих, да? Двух. Не знаю, насколько вот это полезно. Вот это, по-моему, вообще херня полнейшая. Хотя, учитывая вот последнего босса, мне бы вот, наверное, эта штука пригодилась бы. Я, наконец, решил обновить порошок на телефон. Стоп. О, Гэтс, хорош. Слушай, ну это вообще ГЦ. Поздравляю, теперь ты ойтешник. Так, у меня 5000, да? Ускорители. Но мне кажется, ускорители это полезная тема, нет? У вас нет такого ощущения? Ну и вот это тоже полезно. Типа, особенно вот это, мне кажется. Хотя, хз. Вот эту обилку не знаю, насколько она вообще нужна. Знать бы еще следующий уровень нужно ли будет вот эту штучку тратить, или она одна на покупку и все, и потом чисто за вот эту шляпу покупать. То есть некоторых низкоуровневых, особенно жирных низкоуровневых, так можно было бы очень эффективно бахать. Вот проблема. Взлом я качать не вижу смысла. И вот на эту я не знаю, стоит ли тратиться. Да, то есть я бы на рельсотрон, может, потратился. Или на дробаш. Темка-то темочная. В этом-то плане вообще претензий к ней ноль. Минус отдача. Да, отдача как-то пофигу на этой оружке нет. Она вроде как просто это... Ты, например, 3 ставишь, и она еще взрывается, да? Потом наносит немножко урона. Ну, такое... Герой дронов, это, по-моему, ну, супер мало урона наносит. Чисто, чтобы пассивно постреливали. И вот непонятно, что лучше качнуть. Вот эта штука нужна мне или нет, пока не понимаю. Ускорители, не знаю, нас... Так, ну, хилку, наверное, давайте возьмем. В любом случае, хилка нужна будет. И вот здесь вот на эффективность еще уже нужна эта штучка. Штучка-дрючка, вот это понадобится нам в любом случае.
Однако, здравствуйте. И вот не знаю, стоит ли на оружку тратиться, потому что, с одной стороны, она вроде как неплохо, а с другой стороны, ну, как-то говно. Блин, еще две оружки не нашел какие-то. Лунные рудники. А, ну вот, я сейчас еще, видимо, две новые оружки найду сейчас там. А, ну и пошли этот, предыдущий закроем. Да, комплект оружия. Что у нас здесь? А, это два новых узла взлома, да, на разогрев. На прогрев гоев. Крайняя мера. Да, это я... Но мне это не очень нравится, если честно. Так. Поехали. И у нас... Лица? Вот здесь. Да. Poco X3 NFS. А у тебя он играет Ирон Дон Дон? Варник, do not enter. Хорошо, не буду. Че нам сюда, ну... Да. Тратим ключ и идем сосать жопу. Аша какую-то схему сахара через кубу мутит. Почтение, высокоблагородный милорд нахрен. Высокоблагородный милорд нахрен. Товарищ минерал, ваше мое почтение. Что? Куда? А! Ай-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! А! Протокол перегрузки подготовлен. Я двигался. Он прячется. Как тебе такое? Да попадай ты! Ах ты ж мразич. Да, наберешь. Вот тебе! Уклоняйся. Был бы у нас модуль, удаляющий узлы. Да. Цель готова к взлому. Жаль, у нас такого модуля нет, да? Мышка этот коврик заканчивается. Тихо. Это что за это? Ай-яй-яй, паукан, срань! За текстурье. Спасибо. Эх, тихо. Не заходи в эти круги. Отвали! Еще два здесь. Ломаю всех. Осторожно. Осторожно, это не все. Получай! Помоги! Блин. Давай я. Спасибо, Диана. Не за что. Ага. Хватит скрываться. Беритесь. Вот тебе! Я его разогнала.
Нормальный, кстати, бой получился нормальный. Хорош. Вот еще где оружка была, но мне своей хватило вроде как. Не по теме, у меня вопрос не по теме. Пойду, ты играл в файтинг аватарский? Так он же еще не вышел. Нет, еще не играл. Подожди, так он же... Подожди, аватарский... Кукожа, так этот... если ты про файтинг, который ава-ава-ава, то... Который... Legends, который это, да, то он же еще не вышел, он только 2 июля выходит. То есть это еще 1,5 месяца его ждать. Я пока не играл, нет. Ну, пока не играл, потому что он пока не вышел. Я... Творит протесты, протестую. Поэтому нет, не играл. Не, Кукожа, смотри. Сейчас вышел недавно файтинг по неуязвимому. Но там вот эта теговая система, где у тебя 3 персонажа на 3 персонажа сражаются. И это, ну, по-моему, не знаю. Я тоже такое не очень люблю, если честно, поэтому... Хорошо, что вы нашли его. О, глянь. Шиснек. Увеличиваешь верхний предел, когда взлома Дианы. Нормально. Да вот, ждем Mortal Kombat 20 выйдет, и там, мне кажется, сразу 20 на 20 и сделают... Нет? Ну все, мы здесь, получается, вот, все закрыли. Все. Осталось только вот здесь, за красной вот этой херней. И все. Все, ладно. Вот это, вот на такое я бы посмотрел. Я на самом деле еще надеюсь, что к моменту, когда выйдет Что будем делать? игра, ко мне все-таки сможет прийти мой Steam Cake Камтраллер, и я гига забалдю. Так, ну что, мы качаем уронку, наверное, да? И Диану качаем. Ну, сначала, наверное, ее качаем. Не знаю, насколько стоит пистолет прокачивать. Качаю свою эту мелкую малявку, качаю, в общем. Маляву качаю, маляву. Ну чё, новый акт, Го, что ли? Я не знаю, насколько вот это вот хорошее. Фотонный лазер, типа... По-моему, мне просто не дают его раскрыть до конца. Может его поменять на дробаш? 53, ну, вот не знаю. Здесь как будто бы липкие мины не особо помогают. По-моему, сеть стазиса гораздо эффективней. Рой дронов, я... Ну, давайте попробуем, ладно, давайте попробуем. Посмотрим, как они пойдут, но мне кажется, шляпа. А модификации? А, у меня слотов больше нет. Это у нас всегда с нами. Сомнительно. Знаю. Неплохо. В спину бить нет смысла. Вот это можно было попробовать. Вот это неплохая темка. Мне кажется, вот это редко прокает. Вот проще вот это тогда брать. Вот интересно, зарядка оружия, она что заряжает? Только... Наверное, только который чарджап делает, да, вот этот? Ага.
Что думаете? Брать? Скорость зарядки, но это тоже... Да это тоже все второстепенки только. На основной это не влияет, по-моему, да? Где-нибудь описание бы почитать, если честно, потому что вот непонятно. На перезарядку моего основного оружия оно влияет или нет? Если влияет, то это имба. Если не влияет, то это херня. А попробуем, посмотрим, если будет, не будет. Может мы заметим разницу какую-нибудь. Так, стоп. Узлы взлома. Вместо вот этого надо брать вот эту. Уязвимость, помешательство и на всех, да. Все, погнали на новую локацию, посмотрим, что там. Лунные рудники, платформа. 3 сейфа, 1 мод, 1 память, 1 заишка. Поехали. Все тренировки мы затренили. Ту комнату мы закончили. Перезагрузите идус. Теперь к центральному процессору. Ага, он должен быть в главной башне. Ага. На канал зайди ко мне. Ага. Бывшая зона добычи полезных ископаемых ВМК грунта завершена. Восточный сектор новой зоны добычи идет ВМК грунта. Примечание. Доступ на территорию рядом с центральным процессором у главной башни разрешен только уполномоченного персонала. Следите за неуклонным соблюдением правил доступа. Ага. Идет оптимизация параметров среды. Вход в зону с низкой гравитацией. Дистанция прыжков для полета с ускорением увеличивается в условиях низкой гравитации. Обычно скорость ее также будет ниже. Сохраняйте осторожность. Тут нужно время, чтобы привыкнуть. Все как будто летает. Понял. Ну то есть у меня дэш дальше? Но при этом и скорость моя меньше. Я вижу главную башню. Значит, идус здесь. Далековато. Был бы у нас какой-нибудь шаттл. Красиво. Согласен. Спускаемся. Что делать-то нам? Уи! Ты что-то нашла? О, это модификация. Возможно, полезная. Нужно ее подобрать. Это там дальше ниже. Под нами. До башни же рукой подать. Почему мы должны идти в обход? Не должны, не иди, если не хочешь. Ничего нового, но при смене гравитации все ощущается иначе. А в чем разница? Ну, ускорители толкают нас дальше, но управлять ими сложнее. По-моему, это к лучшему. Здесь ни хератушки. Я так понимаю, это лифт вниз. Извините. Я думаю, можно перебраться по тем платформам. Используй ускорители, чтобы туда попасть. Вижу. Забираю. Ага. Так. Сюда. Сюда. Неподалеку есть модификация. Что за модификация?
Идем, Хью, узнаем, что там. Что за модификация? Успешная активация вредных скрипт увеличит 10%, восстанавливает 10% здоровья. Это которая обилка, которая... Остаться Если... на ногах, если тебя заденут. Да, я понял, что это за мод. Все, я вдуплился. Это... Ну, у нас билд не через это работает, поэтому я даже не знаю, что с этим можно было бы нам сделать. Видимо, ни хератушки. А вот и новая пуха. Атакующий модуль, который выпускает мощные ракеты, наводящиеся на несколько целей во время заряда. Возможность одновременно носить удар сразу по нескольким целям, это эффективен против групп противников. Да, вместо фотонного возьму. Заряди этот модуль, и он поразит сразу несколько целей. Я так понимаю, нам сейчас сразу несколько целей дадут. И А, как ну- мы туда попадем? Не знаю. С ускорителями вряд ли получится. Поищем другой способ. Это пригодится, чтобы увеличить урон от взлома. Я уже вижу вон. Раз. Осторожно, он нападает! Коврик кончился уже. Оставь атаку, перегрузки подготовки. Не понял. Не понял. Подожди. Чего? Это может сработать. Я же ровно нажимаю, а она все равно не засчитывает. Странная херня. Пора подлатать скафандр. Не пора. То, что надо. Моя очередь. Ты прыгучая сила. Уклоняйся! Вот тебе. Это все? Ну это, конечно, мразичи так вот в туза спавнить. Это very не круто. Делаю, что могу. Подхилились нормально. Что у нас еще здесь есть? Там сундук. 5 метров. Ага, сундук. Мы только сюда долетаем пока что. Ну, видимо, так и было запланировано, да? Да. Видимо, так оно и должно было работать. Туда 4 штуки. Недолет. Очень жаль. метров. Ну все, да. Значит, сюда. Так. Упанзышка. И... Внимание! В зоне добычи обнаружены посторонние объекты. Лунакоп, прекрати добычу руды и избавься от всех посторонних.
нет! Ну нет! Что-то приближается. Обалдеть! Какой чертовски огромный черт! Ню! О, бензишка. Shit, fucks! God fucking... Дракен. Дэмит. Что он такой большой-то? Нет, не цепляемся здесь. Значит, это лунокоп? Да, нам придется несладко. Very не сладко. А, вот эту красную я все еще не умею вскрывать. Смотри! Не наступай на песок! Кажется, он чувствует твои биоритмы через почву. Интересно, а вот, ну, чисто так вот. Анализирую. Тебе как быстро! А его можно убить? Держись подальше от облаков пыли. Хью! О, нет, 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 только не это! Попробуй взломать. Давай! Вовремя! Получилось! Прикольно. Но я забрал эту штуку. Все типа нормас. Уклоняйся! Получилось! Вот мне не по... Вот... Можно его здесь? Урон он получает. То есть чисто технически его можно было бы убить, наверное. Как думаете? Он все никак не уймется! Идем дальше! Готовься! Взломала! С одной стороны, мне интересно... А вот мне еще интересно вот этот Не момент. можешь просто копать себе руду, да? Вряд ли он обычно нападает на людей. Да, скорее всего, либо НЗшка оттуда забирается, либо вообще с другой стороны. Просто я не уверен, что у него нет хп-бара, поэтому, возможно, он и не убивается. Но урон он получает. И взламывается. Что там? Неисправность экскаваторного бота. Артуру от Марии. В ответ на ваш запрос относительно безопасности экскаваторного робота научно-исследовательский отдел сообщает следующее. Во-первых, рассматриваемая модель оснащена биометрической системой идентификации и запрограммирована таким образом, чтобы любой ценой избегать столкновения с живыми существами. Во-вторых, ее усиленный корпус не только выдерживает эксплуатационные нагрузки, но и защищает машину от непредусмотренных электромагнитных и аналогичных им помех. Во время проведения плановых лунных работ риск считается минимальным. Мария Джонс. Научно-исследовательский отдел.
Эти штуки ведь должны держаться подальше от людей. Да, но сейчас эта система следит за нами. Полагаю, стоит поблагодарить за это Идус. Сломаю всех! Протокол перегрузки готов. Нормально, я запулил ракетами во всех разом. Как будто вот отсюда откуда-то надо было бы прыгать до него, да? Опа, опа, опа. А, С ну этой штукой можно взрывать роботов. Бум! no shit. Это мне. Что-то нашла? Ага. Тут поблизости есть НЗИ. Отнесем его в убежище. Вижу ракету. На, получай! Уклоняйся. Я твой должник. Так, опа, 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 НЦ забираем. Красиво. Как посмотреть? Танцующие языки яркого пламени, навевающие воспоминания о вечерах у костра и жареных на огне зефирках. Надо поскорее отнести это в убежище. Надо бы. И это. Там лут. Так. Прагмата. Can I kill the worm? Можно! Погнали! Dealing enough damage, говорят они мне. Атакует! Как тебе такое? Интересно, а если я сеть стазиса на него дропну? Уклоняйся! То, что надо. Ему похер на сеть стазиса. Осторожно! Взломала! Не, реализатор вообще его не дамажит, походу. Давай, мразь! Смотри! Что опять? Да вы А издеваетесь? как? Я же на земле стоял! С ним разберусь!
Мы были на волоске. Спасибо. Для этого я и нужна. Держись подальше от облаков пыли. Готовься. Я его разогнала. Это так, так себе выдамажит, по-моему, эта штука. Взломала. Ну можно его, можно? В интернет сказал, что можно. Как быстро! Теперь постреляй. О! Нифига, Рельсатрон на 2000 его зарядил. Мы преподали ему урок. О, repel the Luna Digger while progressing through the Lunum. Фига, я ему на 2000 втащил урона. Все-таки можно их отогнать. Смотри, чё. А? А ты не верил. Вот, можно. Ты можешь от него избавиться. Нет, по крайней мере, пока. Найс. Но я очень удачно попал вот с Рельсатрона на 2000 урона. Это very хорошо залетело, конечно. За где это? 30 метров мне показывает. А куда? А как? А, это типа еще где-то еще ниже. А, я сюда не... Все, я понял. Это, скорее всего, либо через ту дверь открывается, либо что-то. Я пока красненький не умею открывать. Это может даже через ту красненькую открывается и вниз уходит, да. Что поделать, Десу, да, как говорится? В целом, бой отличный. Рой дронов не то чтобы сильно помог как-то, но... Уи... Ладно, 3 этих луноволокна, хер бы с ними. Честно говоря, не думаю, что у меня хоть когда-то будет ситуация, когда мне именно 3 не хватило. За хилочкой будет исходить, конечно, с одной стороны. С другой стороны, да... Похер. Говоря, за этой хилкой идти неохота. Вернемся в убежище и придумаем план? Я репел Лунадиггер. Зовите меня Лунадиггер Тред. Или как оно правильно? Лунадиггер Випер. Я випил этого червя. Каждый раз про червя вспоминается советский мультик Маугли. Когда этого удава К, Багира, все дразнил К, чтобы тот пошел и разобрался с обезьянами. А в мультике еще: да-да, а еще земляным червяком. Типа там, вот, обезьяны про тебя всякое говорили, всякое нехорошее, а удав вообще просто настолько похер на все. Типа, ну сказали и сказали, ну чё теперь? Пускай болтают. А в какой-то момент... А еще они назвали тебя земляным червяком. Интересно, я найду этот момент? Нет вообще? А еще...
Е! Да, 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 да. Во. Во. Я просто очень много смотрел этот мультик в детстве. Где я так и не сделал. Я все забываю себе сделать эту штуку под названием захват экрана по кнопочке. Во. Даже прибавлю. Да-да, а еще земляным червяком. Багира вообще не палец, я смотрю. Кстати, если вы не знали, Багира — это мальчик. Парам-парам-пам. А, по-моему, не фейк. Ну, я тоже очень много видел видосиков, где он... если он падает там, по-моему, с 1,5 или с метра, или с 1,5 метров, но там нужно, видишь, что? Нужно, чтобы Big Picture был включен, да, чтобы вот он, типа, и падал в определенную высоту. И он вроде, да, издает крик Вильгельма. Безопасность на лунитных рудниках. На лунитных рудниках для выемки грунта используются лунокопы и другое крупногабаритное горнодобывающее оборудование. Зоны выработки определяются каждое утро. В целях вашей безопасности всегда будьте в пределах утвержденных зон. Внимание! Если вы заблудились, оставайтесь вблизи периметра объекта или попробуйте связаться с администратором из точки, где вы находитесь. Да-да, а еще земляным червяком. Да, братан, ну, пасхалки в целом всегда не нужны. Пасхалка — это... Оно... Само по себе это не нужная вещь. Это вещь, которая просто, знаешь, такой небольшой кивок в сторону какого-то события или людей, или еще чего-то. То есть нет такого, чтобы пасхалка была каким-то... какой-то игровой механикой. Блин, что-то воздух сухой. Артуру от Михая. Йохансена внезапно атаковали сзади. Браун увидел это и побежал, но не успел. Я видел все своими глазами. Я отправил запрос, они ответили, что у рудокопов есть биометрическая система идентификации. То есть даже если робот выйдет из строя, он никогда не причинит человеку вред. Значит, эта система не работает. Или что еще хуже, ее взломали, чтобы лунокоп атаковал людей. Нельзя полагаться на Идус. Проверьте систему самостоятельно. Нам нужно пройти через это здание. Видимо, придется идти в обход. Всегда носите с собой заградитель. Хотя у лунокопов есть датчики, позволяющие избегать столкновений с людьми, недавно произошел несчастный случай. Во время последнего обновления датчиков все системы подтвердили свою исправность, поэтому работы будут продолжены по графику. В целях безопасности всегда носите с собой импульсные заградители во время работ на объекте. Создаваемое ими магнитное поле воспринимается датчиками лунокопа как непреодолимое препятствие, что позволяет на время остановить робота. В случае непредвиденного поведения лунокопа немедленно активируйте импульсный заградитель. Yeah. Снаряды атаки некоторых противников. Ого. Хорошо, что теперь у нас есть защитный барьер. Ядрен, он огромный! Это наводящиеся ракеты огромные. Извините. Да, нет, я считаю, что очень классно добавили. То есть у меня нет к этому претензий, что типа вот, нахер добавили. Же было не надо. Понятно, что не надо. Большинство вещей делаются, которые они, в принципе, не надо, но... Он вернулся! Ой, че? Тогда не дай себя урыть. Ладно? Юмор у тебя пока не очень. Дай себя урыть.
Смотри! Ага. Наберешь. Мразь. Увеличить дорожный ритм, взамен снижает уровень взлома на 10. Такое. Бежим к зданиям! Тебе легко говорить. Смотри, здесь мина! Может, мы используем ее против роботов? Да, давай применим ее на лунокопе. Мне не пойдет, что ли? Братуха! Я его разогнала. Тебе конец! Понял. Нифига, 5000 урона получил. Автовзлом! Братуха? Ходи. Смотри! Я его разогнала. Как тебе такое? Херня получилась. Братуха? Брат? Чё, больно, что ли? Держись подальше от облаков пыли. Раз. Давай. Осторожно! Анализ завершен. Готовься! Получай! Я его прогоню! Братуха? Получилось! Я думал, к нему можно будет подбежать, но к нему подбежать, походу, нельзя. Вот так! Мы преподали ему урок. А, все, он типа ушел. Изи. Туда его. Туда его! Думал, он тут самый крутой, что ли? В нас что-то целится. Следи за датчиком наведения.
сраку пошли. Не, ну конечно, здесь дэши только так работают. Нормально. Так. Так, то мы вскрыли. Давайте сюда заглянем, что тут у нас. Осторожно, он нападает! Беритесь! Ну что? Уклоняйся! Погнали! Получай! Вот здесь. Ну? Ну? Нормально же! Нормально же! Так, это что у нас? Сеть стазиса. А как? Не так. Такое ощущение, как будто... А, не, мне туда надо было, то есть не сюда. Нормально. Что происходит? Что у вас тут происходит? Хау от Джо. Хау. Только что услышал в кафетерии тревожные новости. Ходят слухи, будто служба безопасности колыбели собирается тщательно проверить все устройство журнала доступа. Лучше удалить игру, в которую мы тайком играли, пока это не вышло нам боком. Прощайте, славные деньки охоты на монстров. Все равно проверка всех сотрудников — это перебор. Поговаривают, что кто-то подделал права администратора Идус. Интересно, правда ли это? Слухи о человекоподобном роботе. Хау от Хадсона. Похоже, слухи о том, что... Что происходит, Иванушка? Слухи о человекоподобном роботе происходят. Иванушка, вообще-то... Следить надо за сюжетом. Извините. Похоже, слухи о том, что в колыбели разрабатывают экспериментальных андроидов, оказалось правдой. Вчера, сдавая образцы в лабораторию доктора Хиггинса, я заметил там маленькую девочку. Ребенку здесь неоткуда взяться. Если только я не схожу с ума, я не увидел это привидение или что-то в этом роде. Если я не схожу с ума, я не увидел привидение или что-то в этом... Да, все правильно. Но кажется, это и есть андроид, о котором все говорят. Честно говоря, это как-то неправильно. Эти штуки должны быть подобны подопытными кроликами. Так зачем же их делать похожими на детей? Извините, все нормально. Все хорошо. Как дела? Как вечерочек? Как вообще среда? This is Wednesday, my dudes. Хадсон от Хао. А, ну вот, это вот Хао Джо написал. Это Хао написал Хадсон. Получатель Хао. То есть это вот Хао, да? Мы читаем записки Хао, получателя. Хадсон написал, и получается Хао ответил Хадсону. Честно говоря, это как-то неправильно. Да ладно тебе, не делай из мухи слона, чувак. Запрет на создание роботов, похожих на людей, действует только на Земле. Нам тут не о чем беспокоиться. И компания, доктор Хиггинс, в курсе того, что здесь происходит. Пока об этом не узнали на Земле, все отлично. Подожди. Значит ли это, что кто-то контролирует Идус? А 8 не сказала. Если это так, на его выключении все не закончится. Ну, отсюда же явно кто-то вылезет, да? Ну кто-то обязан там вылезти, когда я открою сундук. То, что надо. Тебе конец. Мы справились. Но они не могли не встать. Я же вижу, что у них капсулы активные. Кого вы пытаетесь надуть тут вообще? Ай-яй-яй-яй. Отлично. На это можно встать.
Контейнеры довольно полезны. No shit, Шерлок. Мы есть кубик. Бинго! Молодец. Так, забираем. Монеточка. Как ты думаешь, кубику понравится? Не, думаю, ему не понравится. Недолет. С другой стороны, там все равно нечего уже брать. А эта вся ситуация была бы опасной только в одном случае, если бы у нас здесь был червяк. Так, а тут у нас что? Фальш-панель. Книги в подарок. Я слышала, что Тоби из управления землеройными системами переводится на солнечную электростанцию в отдел техобслуживания после того случая с неисправным датчиком лунокопа. Никто не винит его в случившемся, но держу пари, он очень переживал. Я распечатал НЗИ, который он мне дал. У него весьма внушительная коллекция книг на НЗИ, и не только по работе. Как оказалось, ему нравятся любовные романы. Хранить все это непросто, но я понимаю, почему люди в наши дни все еще предпочитают физические носители. По крайней мере, так можно не беспокоиться о том, что ИИ будет за тобой шпионить, давая назойливые рекомендации. И тебе решать, что мне понравится, понял? Ужасно раздражает. Именно поэтому я предпочитаю укрываться от посторонних глаз в своих оффлайн-комнатах. Шерон. Шером. Ого, куча лува! Куча лаве, да. Так, ну там мы все вроде собрали. Тихо, 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 тихо. Вангую, здесь снова будет этот червяк, да, меня душить? Готовься! Вижу ракету! На, получай! Ну давай еще раз. Хью, вход в здание вон там! Это что, склад? Давай поищем вход. Водящиеся ракеты взять. Теперь можно взрывать робота, он целится! Его датчики отслеживают нас даже на расстоянии. Смотри, он выпустил снаряд! Нифига у меня здесь душат. Завершен. Осторожно, Хью! Протокол перегрузки! Как быстро! Теперь мой черед. Вроде все. Фига он, конечно, дерзкий там. Атакует! Он выпустил снаряд! Автовзлом! Я тоже так умею. Говна кусок. Не, ну что-то прям у него позиция такая, что он и ракетами вдаль, да, и подходишь к нему, он сразу тебя пулеметом заряжает. Ну, это прям... Ребята, ну это жестко.
Это, конечно, вы придумали. Это вы ловко. Теперь можно туда добраться. Деф Магнатик. О, здорово, здорово. Поздравляю с отцовством. Спасибо. Лестницу. Там что-то свистело, звенело. Ну что? Уклоняйся. Получай! Давай. Бах. Так а чё он дерзит-то так? Не, ну сам виноват. Не надо было дерзить мне. Нет, нет такого ощущения. Генератор клонов. А, ну вот, его, наверное, бы через генератор бы неплохо. Я его вижу, но я не знал, что он там есть. Вот что свистело, звенело там. Спасибо, что вы его не триггернули до того, как я его увидел. О, сид стазиса есть. Интересно, смогу я поймать сид стазиса или нет? Не дай ему уйти. Блин. Да, блин. Не, все, я не успеваю за ним. Черт, упустил! Там автозлом не работает, а у меня коврика не хватает. У меня тупо коврика не хватает вести вот это вниз, все вниз, вверх, вниз, вверх. Ну, собственно, с них ничего, кроме ресурса этого, не падает обычного, а он не то чтобы особо прямо нужен был как-то, если честно. И вот вся проблема у меня в том, что не хватает коврика. Сенсу не поставить выше, потому что иначе я целиться не могу. А как... А как какать, тоже вот пока не ясно. Брат, ты что тут забыл? Вроде все. Либо же его надо просто продамаживать какой-нибудь херотой. Ну, типа, не пытаться его взломать, а просто продамажить его и все. Я одного поймал. Я одного поймал, и с него, кроме как вот этого лаве, ничего не падает. То есть там ничего уникального в них нет. А, это наоборот, да? Взлом больше, но... Пригодится, если надо сосредоточиться на взломе. А ты прошел всю игру? Как бы у меня коврик не то чтобы прям какой-то супер маленький, да, но не такой длинный в ширину, не настолько широко высокий. Как, не знаю, и у меня часто, особенно на каких-то больших мобах, не хватает, просто физически не хватает. Я не знаю, что с этим можно сделать. На контроллере это надо нормально. Да, то есть на контроллере ты там нажимаешь стик, и тебе все равно. А на мышке оно... Вот, к сожалению, на мышке... А, мы здесь, типа, все даже нашли. Здесь что-то не нашли. А, ну мы там же этот у нас красненькая еще была. Скорее всего, за красненькой что-то было.
Здесь мы всю локацию закрыли даже. Все игрушки хорош. Я думаю, что я где-то на середине, да, сейчас нахожусь? О, красная комната. Так, и куда теперь? Там что-то есть. Ну, пойдем посмотрим. Уф. Ключа же у меня нет, да, пока? Да, ключа нет. А, на эти тоже встать не могу пока. Ну так я и говорю, я на середине. Я говорю, что мне кажется, что я где-то на середине. Локет, локет. Кек какать. А как кекать? Га-га-га-гу-гу. Локет, локет. Шмокет. Так. Так. Согласен, волосы очень качественно сделаны. Это... Как говорится, конфирм. Мови. Вот так. Все. Небольшого легкого сачка можно без труда ловить насекомых и других шустрых тварей. При этом сеточку почти невозможно порвать. Интересно, что там? Прикол, что я первый раз попробовал это сделать, и ни хера не получилось. А со второго раза через решетку получилось. Не знаю, я врубил максималки, врубил фреймген и вообще не переживаю. Нагревку, что ли, взять? Если роботов сильно нагреть, они отключатся. Был бы у нас модуль, удаляющий узлы. Действительно. Да я же увернулся. Мать, ты чего? Подключаю. Моя очередь. Не туда. Смотри. Протокол перегрузки подготовлен. Получай, железя! Получай! Готово. Не то чтобы сложная была битва. Интересно.
Подожди, а где я здесь видел? Вот же он. Целая куча лува. Ну, братан, а у тебя кудахтер, по-моему, тоже уже калькулятор. О, это модификация. Где? Возможно, полезная. Нужно ее подобрать. Где? Так, ну не зря же их можно тут двигать, да? Карьер. Ты только глянь, сколько контейнеров. Интересно, там везде лук? Эту руду добыли недавно. Здесь нет переработанного луноволокна. Понятно. Одна лунная грязь. Я думал, сможем отнести немного в убежище. Я думал, тут что-то будет еще. А тут, походу, больше ничего нет, да? Как бы, ну. То есть здесь как бы, ну, просто больше ничего нет. Тут только кубики вот эти можно ставить, да? Как в дорожку, и все. Неподалеку есть модификация. Ну да, Что не за похоже, что модификация? здесь что-то есть. Идем, Хью, узнаем, что там. Да, это все нам показывает здесь. С этим модулем можно нагреть врагов так, что они сгорят. Эти ракеты можно взять. Где там модификация? Здесь. Раз. Да еще бы. Для обеспечения Ну безопасности еще бы. доступ на склад разрешен только уполномоченному персоналу. Пожалуйста, избавьтесь от незваных гостей. Протокол перегрузки готов. Хватит тут скакать! Осторожно, он нападает. Давай. Получай! Вторая волна? Результат уже ожидаем. Щит факс. Ускорьте процесс. Что за хрень с его щитом? Это электромагнитная система защиты. Он хочет защитить остальных. В нас что-то целится. Получай! Следи за датчиком наведения. Осторожно. Да! Вот блин. Я нажал. Делаем погорячее. Получай! Ха! Че я от этого увернулся? Готовься. Да, его. Ура! Назад! Прогрев Гоев. Так, прогрев Гоя 2. На! Гои были прогреты. Вот это бы мне пригодилось чуть раньше. Да. Вот этого я очень хотел, но чуть-чуть в другое время. Неподалеку есть модификация. Что за Щит модификация? факс. Идем, Хью, узнаем, что там. Готово. Так, ну здесь явно какая-то секретная секретка. Йоинг. Yes. Не, ну игра балдевая. Я согласен, что симулятор Бадди просто мега балдевый.
О, единичку забираю. Тут я схожусь. Игра просто сама по себе играется приятно. Я понял. Я понял. Я понял, где я пропал. Так, нам вот так надо сделать. Вот так сделать. Yes. Блин, я запер себя. Ага. Иначе я туда не допрыгну. Так, теперь встаем сюда. Такие типа... Ай, я... Тухлич. Извините, извините меня, пожалуйста, я просто не умею кнопочки нажимать. Не понь. Ай, щит, факс! Shit and fucking shit. О, кстати, можно было... А у меня... А как посмотреть, что у меня в руках? А, вот. А, у меня на двоечку нет. Ничего. Давай Люцифер возьмем. Пусть будет. Так, ну это его вернет на место. Это как бы мне не особо надо. Ну, видимо, так как-то надо делать. Кстати. А. Понял, извинитесь. Не долетаю. Не долетаю и не понимаю. Непонятно. Я немножечко не понял. Во-первых, я не понял, зачем я вот эту ставил сюда. А, видимо, чтобы просто долететь до... А, позже. Все, я понял. Так, чтобы сделать. Допедрило до меня. Допедрюнькал. Нет, не допедрюнькал. Но здесь специально... А! Нет? Вот так сделать? А зачем я вообще это двигал тогда? Скажите, пожалуйста, я что-то сам себя не понял. Шанс выпадения узлов взлома из противников. Неплохо, кстати говоря. Монеточку. Скорее дадим кубику. Давай. А, и он там еще. Я что-то не понял, зачем вот эти кубики двигать? Вот эти два. Как бы вот. Ну, как бы можно, но зачем? Тихо, тихо, тихо. Вот это я немножко пока не осознал. А, кажется, осознал. Все. Все, я, кажется, осознал, зачем их надо двигать. Я... Нет, не осознал. А, я, кажется, осознал. Все, потому что назад не выберусь, да, отсюда? Да нет, выберусь, просто так упаду и все. Я понял, зачем вот это двигать, зачем те двигать, я так и не понял. Это для меня какая-то тайна осталась. Подожди. Подожди. Где здесь? 10 метров. А как? А, 16, 11, 10. Да? Это здесь, что ли? Да, где-то здесь. 8 метров до нее. Боже. Wait a minute.
А, типа, все, я самозаперся, что ли? Локет? Да, я, походу, не могу. А как до нее добраться? Она же, типа, закрытая вся была со всех сторон. Да, она вот здесь где-то была. Рядом с... Ну, с другой стороны, там рядом должна быть, если красная дверь, мы в следующий раз сюда придем. Похер на нее. Ладно. Жаль, что я что-то сразу ее не забрал, но... С другой стороны... И хер бы с ней, да? Брат, ты прыгать умеешь? Спасибо. Да-да-да-да-да-да-да. Немного жаль, но что поделаешь. Проебали. В любом случае еще вернемся. Нашли его. Слухи о докторе Хиггинсе. А Ариэлю от Германа. Правда ли, что доктор Хиггинс принес в лабораторию биометрические данные своей дочери? Насколько я слышал, да. Его единственная дочь, Дейзи, осталась на Земле. Ну, кстати, Дейзи и Диана, это, по-моему, взаимо такие... имена. Когда он отправился на Луну. А мне интересно, зачем он притащил сюда ее данные. Может быть, для исследования луноволокна? В любом случае, доктор бросил все силы на этот проект. Если это сработает, результаты будут не просто впечатляющими, они войдут в историю. Значит, у доктора была дочь. Демон Глум. Дейзи. Здоров. Что-то вспомнила? Думаю, да. Вместе с кодом остановки я получила данные из памяти 8. Доктор Хиггинс создал нас для своих исследований. Значит, это он создал прагмат. Сейчас я тут провтыкал... Мне монетки выдать. Извинитесь, пожалуйста. Демон Глум, закончили все тренировки? Парочка была таких немножко душновастеньких. Остальное, ну, плюс-минус окей. И, ну и пока вот пошли дальше. Пока они, ну... и червяка. Забулили 2 раза, забулили червяка. Закрыли красную комнату, еще одну. Больше у нас пока ключей нет на красные комнаты. Пока это плюс-минус вот событие. Ну, идем потихоньку пылесосим локации. Ищу еще один красный ключ, чтобы туда запилиться. У нас еще одна красная комната есть. Ну вот, двигаем кубики. Сейчас на нас полезет вот этот робот. Ты молодчина. Протокол перегрузки подготовлен. Вроде всё. Это у меня мем на это не грузится. Страничка. Вижу ракету. Датчики отключены. Ай, мразь. Получай! Получай. Осторожно. Ух ты! Осторожно, горячо. Спасибо, мистер Щит. Это все? Это все.
Нам наверх надо, Б. Как-то попасть. Так, во-первых, сюда двигаем его. Нет, еще не научились красные убирать. К сожалению, пока нет. Пока еще не умею. Пока говорю, вот мы прошли красную комнату, закончили все тренировки. И... и все, ну как бы. И вот забулили червяка. Это выше что-то. Нам сюда. Это комната. Эту я проебал. Я признаю, что я проебал. А, ну и одного роботика нашли еще здесь. Который этот. Мы, есть, кубик. Второго слышу. Это там. Опять контейнеры с пультом. Думаю, это по твоей части. Почему? Ну, взлом и головоломки — это же твой конек, разве нет? Нет. Преобразование матричного кода не головоломка. Нужно проанализировать, затем подтвердить. Ну ладно, ладно, я понял. Так, это мы забрали. Подожди, ну допустим, я сделаю вот так. Вот. Локет. Вы кубик слышите? И я не слышу. А он есть. О, долетел даже. Мне наверх. Я обосрался. Мне как-то туда надо попасть. За как я туда долечу, если честно. О, долетел! Охереть! Целая куча лува. Где ты? Брат, я тебя не вижу! А, вон он. Молодец. О, тренички новые. Не слышу. А я слышу. А я-то слышу этот кубик. Отправлены в убежище. Какие там симуляции? Стимуляции. Без них никак.
Слушай, ну у меня одна хилка всего осталась, поэтому давайте-ка я, наверное, схожу в убежку. Мы есть кубик. Мы есть кубик. Отличная работа. Так. Пришлось передвинуть целую кучу контейнеров. Ну давай, сачок. Не сачкуем. Да и тренировки. Ну и тренировки можно глянуть заодно, да, согласен. Блядь, не успел. С этой штукой я смогу ловить бабочек, птиц и, может быть, даже кошек. Фух, пришлось передвинуть. Какой вообще толк от голографического огня? Согласен. Ну, атмосферненько зато. Хороший костер. Здесь одна всего осталась. И мы закончили. Я крутой батя. Вот мы и все модули, кстати говоря, открыли. Давайте просто открою, чтобы был на всякий пожарный. Вообще, на самом деле, у кубика бы слутать красный вход. Если уж прям откровенно. Было бы очень классно. Что, думаете, купить это все-таки, что ли, штуку? Не, подождите, я хотел сначала вот эту хилку купить. Комплит. Не знаю, насколько эта способность помогать мне будет или нет, но, типа, у меня их достаточно много, давайте купим. Ну, типа, окей. Тем более, если остальные, да, качаются за обычную эту темку, то... Хер бы с ним, давай прокачаем, посмотрим. Вот это, мне кажется, шляпа. Так, взломчики. Наружку нам уже ни на какой не хватает. Так, что у нас по прокачкам есть? Опа, нифига у нас по прокачкам. Батя одобряет. Ну и урон качать надо всегда, конечно. Емкость. Не, урон это основное. Типа ХП это такое, типа, ну просто не получай урон, да? Не знаю. По-моему, пистолет лучше, чем вот эта винтовка, если честно. Меня как-то пистолет больше прикалывает, чем винтовка. Так, где мелкая-то? Мелкая гуляет. Ладно, давай. Так, что у нас там по треникам? Доступны новые. Обязательно попробуйте. Ну вот, 3, да? Царь горы. Вскрытие, добитие без разбора. Так, что там? Блин. Так, соберите все сигналы, завершите в течение 60 секунд, достигните указанной зоны. Будет сложно. Ё-моё.
А, я понял. Вот это, конечно, дрочная тренировка. И самая дрочная была на успеть все взломать. Да, я понял вас. Не понял вас. Надо в самый-самый верх успеть подняться, да, и оттуда уже зависнуть и дэшиться. Факс. Щит факс. Не то нажал. Недолет. Ну ладно, давай посмотрим, что дальше. А, ну нормально, то есть 7 из 8, да? За 60 секунд. Я успеваю, в принципе. Успеваю, нормально. Надо только как-то ту забирать мне, и все. Вот как-то ту правую надо мне забирать. Забрал. Забрал. Не успел. А где еще одно я не взял? Не понял. Но здесь раньше никак не выходит. Поднялся до конца. Блин, засада. Обидно. Вот это не забрал, думаешь? А сейчас не долетел. Я не мог эту не забрать. Здесь раньше 79 никак не успеваешь подняться. Ну, типа, просто нереалити. Здесь ничего нет. И вот третья. Ну вот, уже вот эту забираю.
Как я до этой долетел в тот раз? Следующий после неудобный? Понял. Блин, обидно. Обидно, там как раз успевали, да, все сделать? Не успел. Мне вот это самое непонятно, как вот, у меня как-то получилось случайно ее забрать. Я что-то порыбался. Нет, я не знаю, почему он не полетел. Нет, не хватает ему. Но мне не хватает немножко полета, чтобы долететь до нее вот нормально. Ну, закрепляемся на это, тогда получается. Я не знаю, что еще делать. Не хватает. А на эту просто высоты не хватает. Ну что, до этой не долетел, да, я в тот раз. Нормально, не так уж и сложно. Папа? Спасибо, 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 спасибо! Что там? Победить врагов без получения урона. Нет. Ну, поехали. Лазер набирает мощность. Цель готова к взлому. Атакует! То, что надо. Осторожно, Кью! Сейчас прыгнет! Моя очередь. Не заходи в эти круги! Эффективность взлома повышена. Успел? О, нормально даже, смотри. Неплохо. Бей без разбора.
Убейте врагов за 100 секунд. Ради. Здорово, здорово. Здорово. Как у тебя дела, Шичи? Как там твой овер продвигается? Are you winning? Как у тебя вообще настроение? Как твоя среда? Подчинение? Все сигналы, 80 секунд всех врагов. Ё-моё. Это будет непросто. Это все? Вроде все. Это все? Нет, не все. Щит, я упал. А. Вроде все. Не, фигня. Я чувствую, что я уже не успею. Блин, нифига себе. Не сделать нифига для юбилея игры, которую вы релизнули еще раз. Ну, это как-то это... Не солидите, я считаю. Вроде все. Это все? Готово. Это все? Фигня. То есть надо как-то правильно вставать, надо как-то правильную ротацию вести с ними. Ай-яй-яй, не то нажал. Да, здесь говно, что надо запоминать правильную ротацию. Надо, кажется, этот... Да, уходить, что ли? Сначала надо. Вроде все. Да, братан, что ты там зажимаешь? Ты тупой. Мы справились! Вроде все. Не, не. Где они? Одну не успел забрать, потому что думал, что у меня еще хватает времени. Да, заново. Да, я понял.
Железные скины покрасили в белый, фиолетовый, розовый, план. Блин, что-то реально какая-то это. Это как-то залупно, нет? А, не успел до этого еще снять. Вроде Там дальше новый это. Щит. готово. Вроде все. Гугу-гага. Гугу-гага. Полнейшая гугу-гага. Гага. Гугу-гага. Полнейшая гугу-гага, согласен. Да куда ты убираешь ее? Готово. Да, надо, в общем, вот так делать, наверное. Это все? Вроде все. Чего, что ли? Это все? Где еще одно я не взял? Вон еще одна. Вроде успел. Оп. Есть. Ну что-то реально, как будто они не могли через Ишку хотя бы прогнать это все говно, да? Ну типа, камон. Ну настолько же просто было. Ну хотя бы что-то еще сделать. Не знаю. С одной стороны, Близы и та еще контора этих инди-разработчиков. Поэтому не то, что это прям совсем было невероятно. Но с другой стороны, я согласен, что, ну, хотелось бы как-то, чтобы что-то, ну... Вроде как, ну... Событие, да, там игровое все-таки. День рождения. В мозгу все еще вот как будто кажется, что у них есть какие-то стандарты. Так, проникновение 1.6. Это прекрасный выбор. Обходчик Это Марк 2. прекрасный выбор. Бомбардировщик. Бинго. Я надеюсь ключ получить просто с него. Красный. Связыватель. О, у вас просто отлично. Хамелеон. Тройное бинго. Мы поздравляем вас. Спасибо. Тройное бинго. Набор скинов. Победных пост по эксклюзиву не является всему по игре. Ну, видишь, да, вот ощущение, как будто у них основной рынок китайский, и они ориентируются туда. И это, конечно, тоже очень обидно. Я понимаю, вон Батла перевыпустила старую карту, да, в начало нового сезона.
зайти в интернет, все ссутся кипятком. Я поиграл, я так и не понял, а что настолько клевого там? Ну, как бы, мне кажется, это просто эйфория у людей от того, что старая карта, как же круто вернуться, но... Но как будто стандарты уже либо сильно упали, либо вообще не те. Ну и да, для многих компаний Китай это основной рынок. Китай сколько? Треть мира делает только один Китай. То есть если ты имеешь успех там, то это успех. Всё, треть всего мира там. Если не половина. А это все-таки да. Так, увеличить урона взлома, поднять за светло-голубые узлы уязвимости. А, прикольно, кстати. О! Забавно. Пробуем. Так, у меня еще 5. Здесь еще 3. То есть у меня еще хватает вообще легчайше на все. Мы рады предоставить вам один из наших лучших товаров. После использования ремонтного картриджа. Такой себе. О. Ну все, мне еще один найти этот, и получается я этот. Мы рады предоставить вам один из наших лучших товаров. Ключ так и не нашли, да, мы здесь? Наслаждайтесь вашим приобретением. Что это здесь? Ух ты! Сим-капсула? Это еще что такое? Это крутая машина, которая создает тренировочную симуляцию. Да неужели? А там внутри случайно нельзя застрять? Нет. Наверное. Да-да-да, я помню, что их выгнали из Китая. И они такие, еще такие, да нам не надо, мы сами, нахер все. А потом, видимо, посмотрели финансовые отчеты и поняли, что типа, не, погорячили, зря быканули, извинитесь. Как бы, да, есть такая у них история, что... К величайшему сожалению. Да, они сначала громко, круто хлопали дверью, а потом поняли, что случился обосрентус. Надеюсь, мои цветочки в порядке. Растения из теплицы уже давно бы, наверное, все завяли. Там растет флора из луноволокна. Слушай, она слишком прихотливая, такая не сможет расти в убежище. А вот цветы из НЗИ как раз тебе подходят. Я тоже так думаю. я думаю, что я согласен с тобой. Мне кажется, половина там точно будет именно геймерской выручки. Да, я говорю, от трети до половины всего населения Земли, шара в целом, да, это уже цифра такая, Вон эта штука. не маленькая. А если по геймерам, мне кажется, да. Появится совсем неожиданно. Так что я буду носить с собой сачок, чтобы ее поймать. Хорошенько подумай, я бы прежде согласился. чем замахиваться этим на кошку. Почему это? Они же такие быстрые. Руками я не смогу их поймать. Кошки не любят, когда их загоняют в угол. Если хочешь с ними подружиться, сначала нужно заслужить их доверие. Так что просто наберись терпения, и, может быть, они сами к тебе подойдут. Ладно, я попробую. Я тоже не знаю официальных данных. Но то, что ты говоришь, очень для меня звучит правдоподобно. Гана в стену просто херачит. Солидно. Солидите. Так, я могу урон прокачать. Шанс дестабилизации это. Но это максималка у нас сейчас. Ну и все, можно тогда хапульку качнуть, раз у нас есть возможность. Молды. У нас 3000 есть. Есть 3000 у меня. И 3000, 3 по 1000. 3 по 3000. Емкость боезапаса. Хочу попробовать генератор кода. Звучит довольно забавно. Заградитель не уверен, что прям имба тема, но why not? Так, а что у меня еще есть? Ускорители, да? Я куплю, наверное, все-таки.
качку. Хочу костюмчик крутой надеть. Не знаю почему, но переодеваться в новую одежду очень весело. Неоку Наити. Так, я думаю, чуть попозже почитаем, да, мы? Сейчас пока посмотрим по оружке, по всему. Так, что у нас здесь? Ракеты, да. Ну, ракеты выглядят сексно вообще так-то. Это сюда, да, у нас идет сеть стазиса. Штурмовой, давай вместо штурмового вот это возьмем. Здесь что, у нас заградитель? Давай дрончиков возьмем. Здесь у нас что? Я не знаю, что здесь брать. Ну, давай так возьмем. Так возьмем. Берем так. 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 Модификации. В мире игрового рынка по восстанию на начало до 6-го года в мировом рынке. Слушай, я тут что подумал, мне надо будет, наверное, переставить, попробовать местами превьюшку и чат. Мне так удобнее будет смотреть наверх, чем вниз. 30-35%, нормально. Ну, да. Но, слушай, ну и примерно по населению получается так же. Но смотри, да, просто это... 30-35, мне кажется, это просто кажется, да, вот от 100% треть, ну это как бы, ну такое. Вот следующий, на втором месте, да, вот в доходе от геймдева, вот сколько процентов второе место берет? То есть я сомневаюсь, что второе место, да, какая-нибудь там, любая страна, берет следующие 20% даже. То есть оставшиеся будут добирать меньше 20%. Если ты с одного места треть получаешь сразу, то это очень very круто. Так, ну вот это мне что-то, не знаю. От взлома, но это тоже... Я бы, наверное... Я так и не понял, вот эту фишку не прочухал, если честно. А вот это бы я посмотрел. Китай, вот, 25-30% мирового рынка. А в процентах сколько это? Ну, 50 миллиардов. Ну, видимо, вот США это вторая треть, да? И все остальные добирают так. То есть вот мы имеем два основных рынка. То есть я не думаю, что там просто есть Европа, да? Европа, она вся раздробленная. Там где как. В той же Польше, например, была проблема, что игры стоят, ну, как-то невероятно дорого. Да, в той же, вот у Ричарда, который... Сирнема. У него игры в стране стоят безумно дорого по соотношению к зарплатам. Да, картинку нашел, давай глянем. Чайна 48, US 47. Во, ты пошло, да, вот. Жапания 16, там 7, 6, 6, 3, 3, 2. Вот, то есть треть делает Китай, треть делает США, и треть все остальные. Но это о чем-то договорит, да. Поэтому, ну, Китай нельзя игнорировать. И при том, что, видишь, весь остальной мир, треть, это надо сильно заморочиться, а там все в одном месте. И да, и нет. Видишь, у европейцев сейчас тоже заморочки пойдут жесткие со Stop Killing Games. В Европе же вся эта прошла темка. Ну, в плане, как прошла. Парламент посмотрел, согласился, что что-то говно, согласны. Да, там настроения такие. Очень есть шанс того, что все-таки там будут что-то менять с этим делом всем. Поэтому... Ну, не знаю. Пока все вот так, да.
Оружие или взломы? Что мне больше дамажит вообще? США устроит бардак? Нет, тут логика в том, что если им все равно придется делать для Европы, от Европы отказаться все равно очень тяжело, да? У европейцев очень хорошая покупательная способность, особенно типа вот Германии, да, там взять Швейцарии. Да. Ну вот просто выгоднее всего тогда заморочиться реально под Америку и под Китай. Ну, потому что ты заморачиваешься один раз под 30%. И это, я считаю, довольно вкусно. Я не знаю, что. Вот я не уверен, что это вот критические выстрелы. Это какие выстрелы? Я красный не умею взламывать. Ни здесь не могу. Здесь красненькая. Давайте здесь проверю я тут. Место одно. Щеками. Да. То, что вот я говорю, что переделывали для Китая, конечно, там очень заморочились. А как его забрать? Простите, что я тупой. Так, ключа же у нас все еще нет, да? Мы же нигде ключи не находили. Эти находили ключи, конечно. Ну все, сразу у нас следующую. Отличная работа. Ну и все, и теперь сразу сюда. Где-то 2 ништяка не подобрал, а где, не знаю пока. Ну 2 ништяка, там еще 2 ништяка. 1 ништяк будет, скорее всего, в красной комнате. Один лунит, одно расширение памяти, да, у нас еще где-то? Больше никаких коробок. Может, переберемся туда на буровой установке? Хочешь сказать, что это буровая установка? Ага, ну учитывая, сколько мне здесь насыпает, то, скорее всего, это будет бой на хер. Ой. Сейчас будет бой на платформе. Готово! Иначе бы столько фигни не насыпали мне вокруг. Несанкционированный доступ к оборудованию колыбели. Найти и устранить угрозу. Ну еще бы. Не верится, что Иисус отправил всех этих роботов, чтобы драться с нами. Протокол перегрузки подготовлен. Назад! Уклоняйся! Как же я не попадаю в них? Я твой должник. Давай! Получай! Но это еще не все. Это еще вообще не все. Мобилизую воздушного налетчика. Да, вот. Я же говорю, это вообще не все.
горячие узлы. Коврик кончился. Анализирую. Хью, прыгай! Погнали, получай! Погнали. Я его разогнала. Иди на край! Прыгай! Твою ж... Щит. Анализ завершен. Назад! Смотри! Щит. Анализирую. Мы справились. Нормально. В целом, считаю, бой провел very неплохо. Всего за одну хилку. На установке было весело. Весело? Да мы тут чуть не погибли. Согласен. Фига у тебя веселье, конечно. Хорошо, что мы его нашли. Это новая локация, да, уже? Да, это новая. То есть здесь мы не нашли один лунит, это на расширение памяти. Но я думал, что она может быть в красной комнате еще. Как бы я не уверен. Здесь за красной штукой было что-то. Вот здесь за красной штукой, по-моему, была вот здесь в конце, здесь вот красная штука. Здесь красная комната, то есть... Ну, мне ключ надо найти где-то. Так, снова червяк будет меня булить? Не будет, что ли? Кажется, мы уже близко. Отсюда так хорошо видно землю. Ну да. Красиво, как на фото. Земля всегда кажется такой синей. А там Красиво. внизу каждое место имеет свой цвет. Хью, ты столько всего знаешь о Земле. Просто я с детства увлекался космосом и звездами. И я Yeah. объездил все уголки мира в поисках мест с самым красивым и чистым небом. Как-то даже до пустыни Намиб добрался. А другие так не делают? Для кого-то это чересчур смело. Но мои родители всегда меня поддерживали. Разрешали мне делать, что хочу. А, вот мы Я узнали, и что... делал, и понял, что порой недостаточно просто прочитать о чем-то. Иногда нужно увидеть это самому. Хью, я тоже туда хочу. Куда? Я хочу побывать везде. Везде? Да, везде-везде. Правда? Да. Ну, значит, решено. Ура, решено! Решето. Тут есть модификация. Надо ее подобрать. Мы же хотим найти их все. Когда ты так говоришь, я не могу отказать. Вот, Вот. А. Ну, мне просто не долететь туда. Ну, типа, я же могу долететь туда, нет? Просто там коробка явно, ее надо двигать куда-то, да? То есть, иначе я что, не пройду здесь или что? И вот так падаем. Запомни, на Земле так делать нельзя. как делать?
Проникать в места, куда заходить запрещено. Понял. Да. Теперь мы сможем что-нибудь улучшить. Зоркость, сила атаки, в воздухе... О, это прикольная, кстати, штука. Это усилит твои атаки при низкой гравитации. Так, Кажется, я нашла Инзы. Хью, давай его подберем. давай. Хорошо уговорила. А, вот он здесь. Найс. Легкая портативная палатка не годится для настоящего похода, зато идеально справится с ролью тайного убежища. А, ну и вот... Поскорее отнести это в убежище. Ну да, и получается, что вот это. Здесь все? Стоп. Все. Ага. Думали, спрячут от меня. Нет, не спрячут. Не-не-не. И остальное внутри. Похоже, здесь когда-то была лаборатория. Может, это Лунакоп натворил? Не, вряд ли. Так. Причина инцидента в лаборатории. Получатель лаборатории фундаментальных исследований Лува. Отправитель Вишвант. Это Вишвант из лаборатории медицинских разработок. Пишу по поводу сотрудника Ноя Паркера, недавно поступившего в медицинское управление. При переводе в отделение его правое предплечье было поражено черным волокнистым веществом. С тех пор поражение распространилось на плечо, и сейчас он находится в критическом состоянии. Кроме того, у нас нет сведений об этом веществе. Оно оказывает чрезвычайно сильное разрушительное воздействие на органическую материю и растет, поглощая материал, с которым контактирует. Учитывая, что вещество, вероятно, имеет лунное происхождение, мы предполагаем, что оно может быть связано с лунитом. Будем очень признательны за любую информацию, полученную вами в ходе непосредственных исследований. Оно поглощает предметы и от этого растет? Наверняка это не так опасно, как кажется. Да, это вообще не опасно, братан, что ты бубнишь. Бубни. Заградитель. Ну, я ни на что не могу забраться здесь. Обидно. Мне туда допрыгнуть как-то надо же. Туда. Может, с той стороны? А еще бы. Осторожно, он нападает! Хватит тут скакать! Как тебе такое? Ну а вот. Все еще не ясно, где здесь запрыгнуть можно было бы наверх. А, видимо, где-то здесь запрыгивать наверх. Ой-ой-ой. Он очень страшно на меня зыркнул. Это еще что за хрень? Он не похож на обычного обходчика. Я чувствую... Во что? Смотри! Твою ж! Я нажал.
Я вообще не понимаю, а что с ним делать-то тогда? Оставь. Валим отсюда. Валим. И сюда. Походу не валим отсюда, я не знаю, что, ну, что-то надо с ним делать. Готовься. Датчики отключены. А, он взламывается только очень плохо. Я не уверена. Мне кажется, это из-за воздействия той черной штуковины. Сначала Идус, теперь непонятная черная жижа. У меня плохое предчувствие. У меня тоже, братан. Ну это вот буквально это такая же черная жижа, которую вот мы фигачим, да? Ну вот как бы вот она красненькая там даже вот здесь есть. Вот она красненькая. То есть я так думаю, что нам скоро дадут возможность ее распупыривать как-то. Я как Алтенбек. Я чувствую. График работ на сегодня. От Анки... Анки от Майкла. Доброе утро. Доводим до вашего сведения, что в главной башне вскоре начнется плановая проверка журналов доступа. Обратите внимание, что в этот период внутренняя связь башни будет отключена, поэтому ответные сообщения могут приходить с опозданием. Для Анки от Айленд. Отлично, теперь билет на последнее мировое турне Galactical Metal, который я добыла каким-то чудом, пропал. Место в первом ряду возле сцены. Такого шанса у меня больше не будет никогда. VR-трансляция не сравнится с настоящим концертом. Подожди. Неужели и станции сканируют мои мысли? Я даже не могу спокойно помечтать о любимой группе. Не стоило мне прилетать на Луну. You goddamn fucking right. Не, ну я вижу вот эту штуку, активирую эту штуку. Хорошо, что мы его нашли. Заградить. Не знаю, у меня... Ну, хотя, с другой стороны, Рой там почти не осталось уже. Давай возьмем. Нужно быть Будет. осторожнее, когда барьер исчезает. Понька. Ты успел изучить документы? Ах, да. Ты про ту загадочную субстанцию, Мурай. растворяющую органику? Судя по результатам, мы могли бы... Не знаю. Сколько лет мы уже работаем с луноволокном? От нас точно не стали бы скрывать такое. Но всегда же есть вероятность, что мы можем... Не забивай голову. И вообще, уже время пересменки. Да, конечно. Ясный ключ. Но перед сменой мне еще нужно успеть в главную башню. Раз идешь туда, передай Кари привет. Ключ. Найден. С этим мы попадем в красную зону. Так, вот там модуль где-то этого... Мод остался у меня. 50 метров. Это где-то там находится. И как-то не попаду, да? Отсюда. Так, вопрос такой. Идти сейчас дальше или возвращаемся в красную комнату?
Дилемка. Хью, мы можем зайти в главную башню вон оттуда. Добро пожаловать в главную башню. Вход в башню строго воспрещен. Любая попытка проникновения приведет к вашей немедленной ликвидации. Спасибо за теплый прием. Но я все равно зайду. Вон, вижу мод. Я вовремя нажал. Что ж, посмотрим, куда можно пойти. Мало того, что так еще и... Ёлы-палы. Ёлки-моталки. Мало того, так еще и... Ставлю пока его. Пока не до него. Тут очень много какого-то дерьма ходит. Теперь мы сможем что-нибудь улучшить. Как забавно их расстреливают, когда мне ничего не могут сделать. Ах ты ж лох-то. О! Как жаль, что я не смогу этим воспользоваться, да? Пошел в сраку. Я просто вижу вот их там, да, и червяка, и вот эту шляпу. Шляпу вот эту вижу. Вот эта шляпа вот эта вот мне very не нравится. А что с ней делать, я не знаю. Я так понимаю, надо с этими разваливать этих с заградителем. Подготовка завершена. Да, то есть, ну, как бы... Другого варианта-то нет особо. Еще одна красная комната. Я боюсь, просто туда я не долечу. Вообще не долечу. Ну погнали, других-то вариантов у нас нет. Хью! Он выпустил снаряд! То, что надо. Протокол перегрузки готов. Получай!
Да щит как у меня булит там, а? Я просто не могу даже к этому выйти никак. Надо, чтобы эти подошли, значит, теперь сначала ко мне. Давай, братан, давай. Отлично. Давай, иди сюда. Иди ко мне, мой хороший. Ой, что такое? Что случилось? Отвали! Смотри! Он выпустил снаряд! Вот и что мне с ним делать-то? В данном моменте. Вот как бы в моменте, что я ему сделаю? Заковырять его вот таким вот макаром? Готовься! Даже не попадаю в него. От него пули отскакивают. Я пытаюсь этого доагрить хотя бы. Слишком далеко. Сейчас будет very плохо. Сделаем погорячее! Теперь мой черед. Нажал. Протокол перегрузки подготовлен. А, нет, ты как бы не... Атакует! Ты не открываешься мне? О, ну конечно, открываешься. Получай! На тебе в лобешник 4 кило. Давай, меня, здорово. Доброй ночи. Не здорово, в смысле, здорово. Доброй ночи тебе. Сломаю всех! Моя очередь. Я твой должник. До свидания. Как тебе такое? Твою ж... Погнали. Получай! Смотри, поблизи щит! Он выпустил снаряд! Доверься мне! Ну что? Вперед! Поблизи
Поехали. Получай! Поехали. Все, надеюсь. Ну, хватит. Забираем. Ядреные. Ядреные батоны, да? Жестко что-то как-то. С этим мы освоились. Идут великие повелители контейнеров. Ага, а выйти теперь мне отсюда как? А, все нормально, сняли там. Так, ну, там 2 ракеты осталось, вообще похер на нее тогда. Теперь у меня вопрос в другом, как мне отсюда выйти все-таки? Осторожно! Он выпустил снаряд! Лазер набирает мощность! Защита снижена! Атакует! Отвали! Гораздо лучше. Он выпустил снаряд! Хью! Подойди. Ты молодчина. Смотри! Взломала! Тихо, 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 тихо. Осторожно! Он выпустил снаряд! Идеальная чистота! И что мне с ним делать-то? И с ним. Готовься! Ура! Назад! Держись подальше от облаков пыли! Но я не могу выйти отсюда, Он я просто выпустил запер. снаряд! Да, я о том же, что я просто не могу выйти отсюда. Никак. Уклоняйся! То
А как? Что мне делать вот? Анализ завершен. Как бы вот... Осторожно! Автовзлом! Моя Нифига меня зацепил. Он выпустил снаряд! Уклоняйся! Уклоняюсь. Да как ты меня цепляешь-то, брат? Надо вообще, типа, сюда в угол забиваться, что ли, получается, от него. Ну что, хилок у меня нет больше. Я ему... Сейчас либо он меня, либо я его. Атакует! Иди сюда. Он выпустил снаряд! Я его разогнала! получай! Фью! А как еще мне... Как мне отсюда выйти просто, вот? Анализ завершен! Это второй раз я его триггернул. По пыли! Я просто, ну, иначе у меня нет плана никакого. Я не могу выйти, потому что меня червяк задушит. И если не душит меня червяк, то меня душит вот этот хер. Червяк. Печки-бряк. Он выпустил снаряд! Ну, стреляй! Тебе конец! Готовься! Нифига, я от него увернулся, да? Да просто беги отсюда нафиг или к летающему роботу с лутом, или к прошлой арене. Так я не могу отсюда убежать. Понимаешь? Не могу. Осторожно! Ну и потом, я знаю просто, что я червяка могу прогнать и полутаться здесь нормально. Как быстро! Теперь Он выпустил снаряд! вот так! Мы Чё? преподали ему урок. Ну, монеточка. А ты бубнил. Здесь есть красная комната, но мы до другой красной комнаты идем. Подлечу тебя! Лазер набирает мощность!
Получай! 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 Нет, нет, в том-то дело, что я даже не знаю, куда выйти-то здесь. Видишь, у меня здесь выхода-то особо нет. Только если по той лестнице, но я не знаю, куда она нас приводит вообще. Это заградитель? А, генератор клонов. Зачем я это двигаю сюда? Готовься! Он выпустил снаряд! Ну, наверное, сюда надо так двигать его, нет? Я, честно говоря, не имею ни малейшего понятия, что я делаю. И зачем я это делаю. Ни малейшей идеи, что здесь с кубиками надо сделать. Допустим, сюда поставлю. А! Как же можно сделать? Всё. Так, вот так. Вот это здесь, наверное, какой-то выход должен быть или еще что-то. Хью! Он выпустил снаряд! Я, честно говоря, теряюсь, что я там могу сделать с ним, потому что... Какой крепкий. Уклоняйся! Ну вот, то есть меня один душит и второй душит. Как к ним подойти, я вообще без понятия. То есть я просто не хочу еще раз червяка проходить этого. Смотри! Он выпустил снаряд! Деритесь! Моя очередь. Получилось! Вроде все. Зарашить только если его оставалось, да. Ну. Другой вариант, ну ладно, допустим, получилось зарашить его. Достаньте оружие во время ускорения, чтобы израсходовать часть шкалы взлома и запустить автовзлом. Чё? Не понял. Не взламывается далеко. Я не могу взломать. Так я не могу подлететь, потому что далеко. Я не достаю туда. От него пули отскакивают. Как бы, ну, единственная причина, что далеко, а если я подхожу, он в меня пулемет заряжает. Какой крепкий. Ну, заскамили. То есть вот, видишь, я до него не долетаю даже.
Даже отсюда не долетаю. Подготовка завершена. Как бы в этом вся беда. Что я не могу туда долететь ниоткуда. Насрал. Удаляющие узлы. Подожди. Осторожно. Получай! Смотри. Получай! Ну... Мы справились. Так у меня радиус взлома не такой высокий, видишь же сам, что я, ну, не получается, а если я подхожу ближе, то... Че, попробуем этого, что ли, забулить? Не дай ему уйти. Вообще урон не наносится, да, ему никакой. Получилось. Да. Ну, как бы вот с него только вот эта валютка падает наша, и все, и как бы, ну... Не особо-то и критично их взламывать. Зато я зачистил всю локацию. Мега хорош. Там красная комната, но я хочу другую красную комнату попробовать сначала взломать. Готово. Дверь открыли. И вот мы отсюда пришли. Ну, в принципе, я бы мог отсюда до него долететь, наверное. Да, я до него отсюда долетал. Вот. Но мне нужно было, видишь, пройти весь этот маршрут, чтобы активировать вот эту платформу. Сделать вот так. Я надеюсь, там сохранялка просто есть. Есть. Данные тренировки. Данные будут отправлены в убежище для обработки кубиком. Отлично. Ну вот сохранялка. И вот мы... Терминал И вот- управления Идус где-то впереди, так? Босс-файт. Надеюсь. Хорошо, что мы его нашли. И вот здесь телепорт быстрый к красной комнате. Получается. Кубик только не нашел. Наверное, у меня ни хп, ни взломов, ни оружки, ничего не осталось. Вход в стены к роботу с валютой. Да, можно было, но я бы тогда валютника никак не зацепил. Нравится это оружие? Вот в чем беда. Воздушные налетчики носятся очень быстро, да? Палатка. 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 Получен кубик. Собран полный комплект ЛЗИ. Е. Репликация связанных объектов. Комплит. Да. Можно поиграть, поспать, а потом снова играть. В походе так весело. Супер, было так весело! Давай еще раз сыграем в прятки. Теперь ты меня не найдешь. Попробуй найти меня. Сможешь меня найти? Привет. Эй, я тут! Где-то рядом здесь, да?
В следующий раз ты меня не найдешь. Я очень хорошо спрячусь. Так. Поступили данные новой тренировочной симуляции. Обязательно попробуйте. Чё? 3 последние? Не, го этот сначала хочу. Красную комнату ту поддушнить. Увеличить силу атаки. Достаньте оружие. Только не помню, что они делают, но... Перевел. Так, оружие. Последнее использованное. Что-то вот этот я так и не понял прикол. Если честно. Тумовой, как бы, ну, как контроль приколдесней. Этот тоже какой-то... Еще одно не нашел, кстати говоря. Вот так, наверное, пойдем. Вот насколько, по-моему, долбы у нас. Хочу эту красную комнату закрыть уже. Ну чё, пробуем? Ехала. Подключаю. Смотри. Моя очередь. Отвали. Получай! Я не поверю, что это все. Готовься. Протокольный груз подготовлен. Да встаньте вы ровно. Долбайте. Так. Ты молодчина. Тебе конец. Смотри, давай. Получай. Нифига он еще... Атакует. Нет. Получилось. Погнали. Получай. Погнали. Готовься. Получай. Давай. Бах. Получай. Бах. Все, нет? Надеюсь, все. И все. Анализ лазер набирает мощность. Осторожно! Датчики отключены. Ура! Запускаю протокол перезагрузки. Поехали. Назад.
Давай! Получай! Смотри! Так, поехали. Лазер набирает мощность! Получай! Получай! Все? Ну, пожалуйста, все. Все, нормально. Слушайте, ну... No hit! Как вам-то? Блин, вот это бы пригодилось, конечно. No хитом. Нормально? Нормально? Глянь. Шестнек. Верхний предел шкалы Дианы. Хорошо, что мы нашли его. Ну, я считаю, что я прям это... Очень хорошо провел бой. Расходники расходовал. Все ровненько, на всех хватило. Лучше... Уже не знаю, как быть. Ну вот, мы снова в безопасности. Воздушные налетчики носятся... Жаль, что я не могу летать. Ты сможешь, просто хлопай губами еще быстрее. Но я же не могу столько болтать, так что я останусь здесь. Ага, я тебя поняла. Если я и правда улечу, мы с тобой не сможем разговаривать. А я бы этого не хотела. Вообще не о том, но Уже допустим. на Луне не так уж много котов-роботов. Да, но лучше бы их было больше. Животные роботы могут функционировать на Луне, как и я. Серьезно? Какая пустая трата ресурсов. Неправда. Если бы по Луне ходили коты, это было бы очень мило. Но Согласен. они, наверное, не захотят здесь гулять. База. Я согласен. Слушай, Хью, ты можешь рассказать, чем люди отличаются от роботов? Я понимаю, что наши тела созданы из разных материалов, и у нас разные функции, задачи. Да, все это верно, но начнем с того, что у людей есть душа. А у меня ее нет? Ну, я Вот не ты- знаю. Вот ты В общем, попал. Подожди, мне надо подумать. Где бы мне найти душу? Действительно. Так, ну я не знаю, но мне кажется, можно что-то и апнуть. Да, здесь комплит, ускорители. Это урон. Это нам надо. Так, обилки. Если только вот эту покупать, да? Вот эти все завершены. Но мне кажется, можно было бы рельсотрон бахнуть. О, ачивка. А, там каждый следующий апгрейд стоит с этой штукой. Ну, тогда это, извинитесь пока. Бинго! Пуп-пуп. Пуп-пуп-пуп. Разблокировали новую секцию для печатей. А, ну и как раз сейчас добиваем. Держать все нормально. Плюс хилочка. Мы рады предоставить вам один из наших лучших товаров. Костюм Хью. Обязательно покажитесь нам в этом новом костюме. Данная роботе-садовник. Мы рады предоставить вам один из наших лучших товаров. О, ля! Ля! Карточка заполнена. Прекрасно. Ля! Костюм Хью, нулевой легион тип Б, синенький еще. Ну-ка. Надеемся, вы довольны покупкой. Ну-ка. Так. Астроклассика. О, прикольный.
Ля, какой синий весь тут. Так, а у нее там не окуна... вот у нее сейчас не окунаете, да, стоит? Вот это еще балдевый. Вот это кайфовый прям. Пим-пим-пим-пим. А себе я не знаю, что взять. Но Делфи уже поднадоел. Это какая-то шляпа. Это реколор шляпы. Вот этот ничего такой, да? Либо синенький. Давайте синеньким походим. Астроклассика, по-моему, что-то какой-то скучноватый, а вот синенький забавный такой. Ты молодчина. Ну и год тренировки глянем. Что там? Приступ паники. Взломайте все терминалы, завершите в течение 50 секунд. Аля, тяжело. Я чувствую, я запотею все терминалы ломать. А, да? Подожди, а как его ломать тогда? Да ну это нереально. Откуда его можно? Нет еще? Не, его больше ниоткуда не возьмешь ведь? Нет. Что-то я пока не понимаю. Как это делать-то вообще? Не, подожди, а как? А как? Не, может, как надо по-другому это проходить? Может, надо откуда-то сбоку его доставать, нет? Типа... Сюда не достаю. И, походу, там надо реально стоять и успеть это взломать, типа, что за... А, до того тоже достаю, да? Типа я, да? Вот. Как? А. Только если так как-то. Не успел. Не можно попробовать сверху их взломать, типа попроще будет, да, вот эти верхние две. Это надо прям, чтобы нарандомило ровненько, да, его, чтобы мне на каждое... Это одно движение надо было делать. Вот так вот, типа, чтобы нарандомило мне. Блин, собака! Курва! Не успею. Нарандомило хорошо, но не успеваю.
Сверху попроще немножко, да. Ну, какое-то говно, если честно, на скорость их взламывать. Учитывая, что они сбрасываются даже. Видите врагов? Видите врагов с помощью так. Так, что здесь? Просто завершите в течение 100 секунд. Дроны сами атакуют врагов, так что мы можем сосредоточиться на других целях. Получай! Я твой должник. Осторожно, он нападает! Теперь мой черед. Уклоняйся! Вот тебе! Получай! Ты прыгучая сволочь. Назад! Осторожно, это не все! Мы справились! Лазер набирает мощность! Помоги! Давай я! И не просто, что-то вообще не просто с ними. Получай! Получай! Диана, помоги! Сейчас! А почему он сразу проваливается-то у меня? Если меня схватили, то все? Это типа считается, что F? Получай! Помоги! Пойди в сраку. Тебе конец! Получай! Осторожно, он нападает! Хватит тут скакать! Получилось! Осторожно, он нападает! Получай! Вроде все. Осторожно, он нападает! Получай! Получай!
Ты молодчина. Получай! Получай. Погнали! Получай! Бах. Как проходить еще быстрее? Как за 100 секунд это пройти? Я забыл про вот эту штуку, кстати говоря, да, про дробовик. Готовься! Это все? Ну что, вперед! Осторожно, он нападает! Получи! Хватит тут скакать! Осторожно! Твою ж! Осторожно, он нападает! Согласен, херня получилась какая-то у меня с ним. Хью! Держись! Тики, здорово, здорово, как вы там доиграли? Вы хоть победили разочек, Молдер? Здоровенький. Ты молодчина. Давай! Получай! Хватит! Осторожно, он нападает! Как тебе такое? Готовься! То, что надо. Осторожно, это не все! Это все? Осторожно, он нападает! Как я в него дэшнулся удачно. Прыгучая сву. Теперь мальчик. Лазер набирает мощность! Нет! Да ё-моё! Минута 38 миллисекунд не хватило! Ёлы, моталы! Тренировка провалена, и я проиграл в туториале. Теперь мне придется сдавать карточку геймера. 10 сердечек проиграли. Но, получается, подняли ММР. Отрицательный рост ММР, это very солидно. Я забыл про Рой, надо было Рой включить еще тоже. Погнали! Получай! Моя очередь! Хватит тут скакать! Готовься!
прячется! Арбалет. Шел нахер. Осторожно, он нападает! Я твой должен. Готово. Прыгучая сволочь. Да давай, мышка! Тебе такое. Лазер набирает мощность! Взломала! Осторожно! Отвали! Успел, нет? Еще 4 секунды оставалось. Нормально, за 100 секунд. Так, ну и последняя, прям последняя. Что там, 55 секунд надо закончить всех. А, да, понял. Все, извинитесь. Готово. Я very плохо оказался. Мне стыдно смотреть вам в глаза. Мы справились! Это все? Готово. Да щит. Я понял, нет. Надо на следующий наступать сразу же. Из-за того, что она ходит, мне очень неудобно становится. Мы справились! Вроде все. Это все? Да щит, факс. Я зря заряжал, как бы она легкая. По сравнению со взломами, это вообще какая-то изевая. Если бы он еще начал заряжать вовремя. Вроде все. А не переключать меня на писькалет. Это все? Это все. Готово. Что останется сделать мне?
Да, блин, а как? Да ё-моё. Да ёлы-палы. Ну прям на упреждение надо ему шмалять. Ну не-не-не. Вот этот самый последний робот, самый какой-то дрочный. Все остальное вообще изи проходится. Изи-бризи. Мы справились! Я даже успеваю первую вот эту волну сделать, как бы. Ни одного лишнего движения не делаю. Это все? Мы справились! Всё. Один промах, но хер бы с ним. Хер бы с ним! Все треники потренили. Всё, где моя вот эта вот? Какой ты молодец. Вот это, по-моему, была самая... Вот это тяжелое. Вот это, наверное, было самое тяжелое. Вот это и... На взломы. И вот это. Вот эти две самые дрочные. Все тренировки готовы. Бинго завершено. Что ж, до скорой встречи. Но изич. Изич-пизич, гигабризич. Даже не почувствовал. Так, что у нас там взломы, да, можно подкачать было бы. Нагрев, уязвимость, ну не знаю, нагрев тогда можно было бы. В этом терминале хранится информация о роботах. Нагрев вроде приятный такой. Ладно, давайте возьму. Хер бы с ним. Пес с ним, а то я все смотрю на него и не знаю, надо мне это, не надо мне это. Так, ускорители берем. Перегрузку берем. Все, здесь все взяли, все взяли. А, что с оружкой делать? Вот это не знаю, конечно. Чем я чаще всего пользуюсь? Вот это неплохая тема, кстати. Как оказалось. Бахает неплохо. Вот это. Рельсотрон, в принципе, not bad. Дробаш, not bad. Не знаю, либо во взломы вкидываться. Да. Так, что у нас? У нас тут все до капы пока. В капе. Ну тогда хэпульку себе качаем, чё? Если у нас капа-капа. Поехали. Так, предыдущий. Что у нас здесь? Стазиса, штурмовой бластер. Мы составляем наводящиеся ракеты. Рельсотрон. Ну, либо дробаш брать, да? Не, давай, ладно, ракетами пока попользуемся. Так, модификации у нас больше не получается ставить. Потом шляпа. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-х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 а. Нихао. Давай ближнюю, наверное, возьмем. Все-таки часто у нас... Мне кажется, у нас часто случается то, что... Так, что мы?
Здесь красненькая была. Здесь закрыли, здесь закрыли, здесь закрыли. Здесь какой-то сейф. А, ну здесь тоже красненькая, скорее всего. Да, вот это показывает мне, скорее всего, в красненьком. А это новая локация у меня уже. Давайте посмотрим, что там вообще. Если там босс-файт, может, за босс-файтем попробуем хотя бы. И будем выкругливаться уже сегодня, чтобы я с легонца прибалдел. Ну да, вон этот вот. Там все. Вот это вот. То, что сзади, вот этот сейф остался у нас, да, какой-то вот еще вот, вот в красной зоне, вот это все вот. Модификация какая-то в красной зоне. Нам правда туда? Похоже, единственный путь вниз. Ну, вниз это вам не вверх. А мы еще красные, кстати, не научились взламывать-то. Как ты думаешь, Кубику понравится? Нет. Кубику не понравится. Базары. Оп. Третий кубик. Выглядит как такая место-арена, да? Некомфортно здесь, конечно, мне. Так, фальш-панель. А тут у нас что? Так. Меня заинтересовали некоторые НЗИ растения, данные о которых я нашла на сервере разработчиков, поэтому я решила проверить их самостоятельно. Они оказались довольно навороченными, даже росли как настоящие. Я заглянула в исходный код и сразу поняла, что его писала Рэйчел. У нее, конечно, ума палата, но ей не помешало бы немного расслабиться. Каждый раз, когда я предлагаю идею, она сразу же ее отвергает, потому что не уверена в ее безопасности. Вот я решила немного подшутить над ней. Подправила код структуры теломер, чтобы вызвать неконтролируемый рост. Я оставила записку, поэтому уверена, что такая умница, как она, разберется. Конечно, разберется. Лаве. Так. Что здесь? Ну, здесь все. А вот это уже, скорее всего, от того бурава. Посрался. Я так и знал. А, нас сюда не пустят, да? Нет, не пустят. А? Как тут много сломанных лунокопов. Похоже на свалку. Не, они сейчас все как это, как Power Rangers в одного большого соединятся и пойдут мне втаскивать пиздюлей. Базар. Ну что там, братан? Ну что ты? Зачем? Помоги! Я же нажал уже. Спасибо. Теперь постреляй. Мы справились. Зараза стелсовая. Ай-яй-яй. Забрали. Так, нам вниз. Ой-ой-ойшки. Ой-ой-ойшки. Ой-ой-ойки. Так, здесь некомфортно. Сейчас снова этот вылезет у меня перед лицом. Вот здесь вот пролетит. Может, и не пролетит. Протокол перегрузки подготовлен.
У меня же явно байтят под этот тоннель, да, чтобы я обос... Нет? Ладно. Получай! Вот блин. В начало меня, что ли, тэпнули? Да, походу, в начало. Челика не доел. А как мне от него надо было спасаться просто? Я вот не понимаю немножко. Типа, он меня просто камеру задушил и ничего не видно. Там что-то светится. Где? А. Как это попаду? Отсюда, типа. Так это и есть лунит? Лунит — это руда, из которой А. делают волокно, да? Эй! Впервые вижу его своими глазами. И внутри у меня тоже луноволокно, да? Говорят, что из него можно сделать что угодно, так что вполне возможно. И я могу сделать что угодно. Ну, может быть, не все, но я бы сказал, что многое. Значит, я очень способная. Ура! Какое дело, да? Здесь бы фонарик, мне вообще бы не помешал, конечно. Наконец-то мы перезагрузим Идус. Давно пора. Этот мерзавец действует мне на нервы. Вернусь на Землю, лично выдерну его сервер из розетки. Нормально. О, Меган, привет! Как дела в лаборатории луноволокна? Меган! Не очень. Да? Что-то случилось? В этом и проблема. Ничего не случилось. Доктор Хиггинс не появляется неделями. Ничего себе. Работа стоит на месте. Но если он не в лаборатории, то где? В лаборатории прагматики. Ого, там ведь Ага. под грифом секретно, да? Я знаю, что она есть. Но сама там не была. Туда можно добраться только на специальной капсуле. Доктор Хиггинс наверняка Капсуле. работает над чем-то очень важным, да? Видимо, да. Так. Настройка датчиков лунокопов. Уведомление от бригады технического обслуживания роботов. С прошлого месяца лунокопы находятся в режиме непрерывной эксплуатации в рамках испытания автоматизированной добычи полезных ископаемых. Поэтому мы соответствующим образом скорректировали конфигурацию их датчиков. В ходе проверки мы обнаружили, что датчик аварийной остановки в передней части машины слишком чувствителен, поэтому отключили его. В настоящее время работает только задний датчик внутри ротового отверстия, который временно убирает броню при срабатывании. Датчики обнаружения человека полностью исправны, однако рекомендуем держаться подальше от передней части машины и соблюдать меры предосторожности во время работы лунокопов. Подожди. Так, находится в режиме эксплуатации в рамках автоматизированного подключения. Датчик аварийной остановки в передней части машины слишком чувствительный, поэтому отключили его. Понял. Сделаем передышку. Истый лунит модификат. Ну, я вроде нигде не находил, да, но здесь уже все, конец. Ну, давайте, наверное, здесь уже босс-файт. Давайте попробуем забосс-файтить тогда. Ну, здесь прям очень похоже, будто босс-файт уже должен быть. Центральный процессор уже близко. Отлично. Угадайте, что? Yes. Хью! Наверху! Добрались. Да. Ну вот. Последнее предупреждение для посторонних лиц. А вот и босс-файт. Пребывание в этой зоне может привести к травмам и/или смерти.
Немедленно покиньте ее. Я как чувствовал. Паршивый друг из тебя вышел. Да сколько можно? Проклятый червь. Прости. Черт. Куда он делся? Куда он делся? Ты серьезно? Гляди, объявился наш старый приятель Джимми. Вот сейчас. На этот раз не сбежать. Бежать бесполезно. Он ведь все равно нас догонит. Пора наконец-то с ним покончить. Он раскрыл пасть. Стреляй туда. Протокол перегрузки готов. Голова показалась. Это наш шанс. Был бы у нас модуль, удаляющий узлы. Получай! Готовься. Анализ завершен. Факс. Я свой долг. Смотри. Он раскрыл пасть. Стреляй туда. Эй! Атакует. Моя очередь. Голова показалась. Это наш шанс. Нет, это не наш шанс, вообще не наш шанс. Смотри. Защита снижена. Тебе конец. Погнали. Не-не-не-не-не! Щет. Отделяемые прокси-роботы. Ю! Он раскрыл пасть. Стреляй туда. Зараза, мелочь набежала. Я попробую их взломать. Назад! Теперь его тело тоже уязвимо. Уклоняйся от них. Готовься. Анализирую. Я разберусь с ними. На, получай!
Да вы издеваетесь! Ничего, я с ним разберусь. А как от этого надо было уворачиваться, я не понял. Ну ладно. Вовремя! Получилось! Уклоняйся от них! Ну, стреляй! Хью! Голова показалась! Это наш шанс! Он раскрыл пасть! Стреляй туда! Получилось! Осторожно! Как быстро! Назад! Нормально. Давай, Хью! Получай! Поехали. Таскиваем ему прям самый разрядник разрядом. Хью! Анализ завершен! Анализирую! Снова прокси-роботы! Он раскрыл пасть! Стреляй туда! Атакует! Голова показалась! Это наш шанс! Ну что? Вперед! Они близко! А? Чьих их много? Теперь на, получай! Хью, они близко! Нет! Неужели... Да я же нажал. Нормально успел. Ну, босс, конечно, эпик. Мы смогли! А все ты! Согласен. Я разберусь с ними! На, получай! Осторожно! Осторожно. Автовзлом! Сломал! Атакуют! На, получай! Он раскрыл пасть! Стреляй туда! Осторожно! Херня получается, пацаны, какая-то сейчас. Нормально я ему втащил, кстати. Я разберусь с ними! Успел.
О, добиваем, красиво! Красиво! Он пошел нахер просто отсюда! Кайфичный босс. Очень понравился. Не душный, но кайфовый. Да, вот так. Уровень 4. Вот это кайф. Вот пока только прошлый босс какой-то не очень. Пора с ним встретиться. Остальное, ну вот это, ну абсолют синема. Второй босс это прям абсолют синема. Этот просто клевый. Перезагрузите Идус. Индусы перезагружаем. Видите, нельзя, по-моему. Что это за место? И откуда здесь столько тел? На них напала та черная штука. Да ладно. В трусах прохладно. Но она такая, слегонца поддамаживает, конечно. Интересно, если бы у нас был автомат, он бы в руках держал автомат? Эту зону запрещен. Ну, чисто так. Рекомендую покинуть ее добровольно. Покинуть добровольно, как же. Сейчас я надеру тебе задницу, чертова голограмма. Объект отказался эвакуироваться. Активированы меры против живой силы. Ой-ой-ой. Идус! Диана, у тебя получится. Еее! Красивая. Пронесло. Хью? Блин, не успел. Диана. Это было круто. А, они просто рестартанули систему. Активирую командный код И9900. Передаю 8 права администратора. Возобновление подачи некроволокна в центральный порт. Спасибо за сотрудничество. Что это значит? Мы же остановили его. Так? А, некроволокно. То есть вот эта черная жижа теперь снова будет рождаться. Некроволокна в центральный порт. Спасибо за сотрудничество. Транспортировка некроволокна. А ты тут откуда? Что это значит? Хью Уильямс. Надо же, ты умудрился ее сломать. Ты нас обманула. Едва ли. Мне и правда была нужна ваша помощь. Но я должна выполнить свою миссию. Распространить некроволокно по всей земле. Щет.
зачем? О, я думала, ты поймешь. Как жалко. Транспортировка некроволокна в центральный порт. Администратор-то все равно мы. Величество. Нет? Транспортировка некроволокна в центральный порт. Сторонний контакт с полезной нагрузкой запрещен. Ё-моё. Ёлопало. Транспортировка некроволокна в центральный порт. Сторонний контакт с полезной нагрузкой запрещен. 8. Почему? Тише, тише. Давай вернемся. Тебе нужно... Нам нужен план. Щет. Тревога. Щитфакс. Получен аварийный сигнал от DI-03367. Инициирую протокол защиты Прагмата. Переключаюсь в режим сопровождения. Вот такой на паничке. Режим сопровождения. Пожалуйста, пройдите туда, к особой капсуле. Особая О. капсула? Куда она нас доставит? В лабораторию прагматики. Ну, пошли. Страшно, что Дела. было. Откуда здесь эта капсула? Всегда была. Уже дверь всегда была, братан, ты чё? В лабораторию прагматики отправиться к выбранной станции. Ну да, о чем мы? А как мы? Нам нужен план. Ну. Согласен. Диана! Нет, пожалуйста. Держись, малявка! Малявка, держись! DI-03367 подтверждена. Может, то устройство? Вот так. Я заспойлерю этот скриншот. Зачем она так поступила? Мы вроде одинаковые, но я ее совершенно не понимаю. Да ты пока не думай об этом. Скорее всего, сейчас она вот соединится с этой красной штукой, и мы сможем открывать красные штучки тоже. Я такое в Пятом элементе видел. Что теперь? Не хватает энергии. Опять чего-то не хватает. Ну, загрязнение вот этой мертвой... Со мной все хорошо? Некроволокном. Уберем из тебя это и будешь как новенькая. Жди здесь. Я пойду с тобой. Нельзя. Не сейчас. Тебе нужен отдых. Хью. Я пойду. Ладно. Тогда вперед. Теперь достанем тебе реактор. Не, ну это, конечно, развитие событий прям. Ну, дата. Наверное, сюда. Диана, ты справишься. Ладно. Знаешь, ты могла бы не вмешиваться. То есть, я тебе не нужна?
Нет, нет, я не об этом. Тебе стоит поберечь себя, понимаешь? Хорошо. Я надеюсь, мы сейчас в убежку вернемся. Была старше. Да слегка. Казалось. Фиолетовые поврежденные узлы. Я не могу взламывать из-за каких-то... Ты как? Это очень неудобно, конечно. Атакует. Батя косой. Теперь постреляй. Что, помехи никак не стихнут? Их вызывает эта черная штука. Не переживай, мы скоро тебя починим. Пу. Пу-пу-пу. Назад пути нет. Вперед и только вперед. Чем больше матрицы лампелек прожмут, тем сложнее ее взламывать. Ю? Диана, держись. Быстрее, Ю! Твою ж! Нажал же. Погнали. Получай! Получай. Больше не выдержи. Да, вот эта жижка, конечно. Если еще и на боссе на последнем будет эта жижа, то это такое Вон ГГ. там, внизу. Это же реактор? Похоже на то. Осторожно. Нет! Это все? Это все. Наконец-то. Обосрался! Работа над прототипом прагмата завершена. Он идеально заменит Дейзи в клинических испытаниях. Проектор сломан. Так, если это была ты, значит мужчина доктор Хиггинс. Да. Верно. Наконец-то. Работа над прототипом прагмата завершена. Он идеально заменит Дейзи. Щет, еще и темно. Ты должна предоставить только достоверные данные, чтобы вылечить Дейзи. Это твоя самая главная цель. Моя цель. Да-да. Доктор Хиггинс потратил годы, исследуя редкие болезни. Ты все вспомнила? Да. Я только что закончила обрабатывать данные памяти 8. Ну не похоже, чтобы здесь что-то секретное спрятал. Хотя, давайте, раз уж мы здесь, я проверю. Не похоже, что здесь что-то есть. Меня создали, чтобы помочь доктору спасти Дейзи. Но я не справилась со своей задачей. Что это значит? Я не справилась. А, видимо, там девочка, у него дочь умерла раньше, чем нашли лекарство. Атакует.
Тебе конец. Получай! Получай. Готово. И ты получил. А, мне же наоборот туда. Упси. Кстати, все. Генератор кода. Не. Щет. Эта хрень вредна для Дианы. Осторожно! Твою ж! Быстрее, Хью! Ну что, вперед! А, блин. Братуха, что ты такой душный-то? Берегись! Мы можем обойти это? Ну, я постараюсь. Твою ж! Да как ты меня цепляешь-то, брат? Ну. Я просто не понимаю, как. Лежит немножко. Так, зачем мне здесь дают вот эту штуку? Меня это настораживает немножко, если честно. Ты там в порядке? Береги силы. Ладно. Понял, зачем? Осторожно! Атакуй! Погнали! Получай! Это и был мой план. Добить его и перком добить всех остальных. Если у них были деньги на постройку базы, могли бы оставить запасной реактор. Могли бы. Но не оставили. Ну, мы доехали. Сейчас как со всех сторон на меня нападут? Для лаборатории исследования прагматы. Вот это. Думаю, это боевые роботы. Все ради безопасности. Класс. Нет, не напали.
Впечатлен. Вот ограниченные соображения безопасности. Если вам необходимо связаться с доктором Хиггинсом, пожалуйста, оставьте заявку на стойке регистрации. По всем остальным вопросам обращайтесь в канцелярию. Справедливо. Каким был доктор Хиггинс? Он все время говорил только о Дейзи. На Земле скоро Рождество. Дейзи. Прости меня. Я не смогу провести его с тобой. Как только ты поправишься, я закончу с исследованиями и вернусь домой. Мы уже... Видимо, он не успел. Прошу, подожди еще немного. Ему нужно было вести исследования на Луне. А, походу, он не успел, и поэтому, типа, ее на склад просто отправили, потому что... Все, что он делал. Не особо-то и надо больше. Дейзи, и исследования, и даже ты. Все. Да. Так. Очередная несовместимость. Очередной провал. Результат Черт. всегда один и тот же. Прагмата не может адаптироваться к мутации. На это нет времени. Забудьте о 7. Нужно найти другой способ. Forget about Simon. Экспериментальный андроид Прагмата. Несмотря на то, что искусственные органы из лунного волокна непригодны для прямой трансплантации живым людям, их интеграция в синтетического хозяина, управляемого искусственным интеллектом, откалиброванным в соответствии с физиологическими и психологическими профилем пациента, позволяет с удивительной точностью воспроизводить биологическое состояние человека. Следовательно, теперь с помощью технологии лунного волокна можно создавать точную симуляцию данных клинических испытаний с уровнем точности, приближающимся к уровню настоящих клинических испытаний на людях. Испытаний на людях. Первым объектом этого исследования станет моя дочь, Дейзи. В избежание разночтений, андроид, созданный для этих целей, впредь будет называться Прагматой. Дорогой папочка, доктору Хиггинсу от почтовой транспортной службы Колыбели. Спасибо за рождественскую открытку. Скучаю по тебе, но знаю, что ты очень стараешься, чтобы я поправилась. Я буду дальше принимать лекарства и храбро проходить все обследования, чтобы ты скорее вернулся домой, Дейзи. Нет. Я грустить пришел? Или куда? Что это, несовместимость? Да. Я не могла сделать то, чего он хотел. У меня больше нет цели. Проблемы со связью, пишу по почте. Доктор Хиггинсу Джейкоба. Извините, что беспокою вас в столь поздний час, но мне нужно сообщить вам нечто срочное. Мы получили сообщение о том, что состояние вашей дочери на Земле внезапно ухудшилось. Ваша личная капсула подготовлена. Просим вас немедленно подойти в административный отдел Колыбели. Чет. Исключение регистрация Прагматы. DI-03367 исключена из исследования. Вследствие способности к устранению поврежденного лунного волокна получить точные данные испытаний не удалось. Кроме того, дополнительным фактором, повлиявшим на исключение, стало использование модели, возраст которой был меньше, чем в профиле пациента. DI-33558 зарегистрировано для исследования. Профиль пациента приблизительно соответствует 8-летнему ребенку. Неисправность, обнаруженная в DI-03367, была устранена. Также добавлена новая функция для концентрации поврежденного лунного волокна. Анализ системы. У организма, в котором вводили соединение лунного волокна, в процессе метаболизма появлялся побочный продукт, предположительно являющийся поврежденной формой лунного волокна. Модель DI-03367 имела встроенную функцию его удаления, но это препятствовало точному сбору данных клинических испытаний, поскольку такое удаление было бы невозможно в организме человека. Чтобы устранить этот дефект, следующая модель DI-33558 была оснащена функцией сбора поврежденного лунного волокна в одном месте.
Во-первых, приоритетной задачей сейчас является очистка соединения лунного волокна, а во-вторых, поиск способа удаления или извлечения накопленного поврежденного лунного волокна. У нас есть предварительные данные о том, что оно, вероятно, накапливается в почках. Однако... Значит, здесь наши пути разойдутся. Да. Ты можешь забыть меня, но я всегда буду помнить тебя. 8. Однажды мы встретимся снова. Ебать, тут, конечно, просто какие-то это... Страсти. Мордасти. Похоже на фальшпанель, но это не она. Здесь, скорее всего, и не будет ее. На фальшпанели, в смысле. Было бы очень странно. DI-03367. Запись о выключении. Модель DI-03367 представляет собой первый прототип прагмата, оснащенный архитектурой эмоционального ИИ, способный воспроизводить выражение лица, похожие на мимику Дейзи в возрасте примерно 6 лет. Тут андроида почки. Ну так они же, видишь, создавались-то в подобии с человеком, чтобы прослеживать все процессы. Поэтому, ну, есть свои искусственные почки. Хотя эта модель оказалась непригодной для планируемых экспериментов, мы не смогли отправить ее на утилизацию. Полученные данные, без сомнения, окажутся полезными в будущем. Поэтому мы поместили DI-03367 в хранилище на неопределенный срок до появления научного проекта, где может быть применен ее потенциал. Кроме того, чтобы исключить вероятность того, что на оставшиеся данные исследований повлияют... чтобы исключить вероятность того, что оставшиеся данные исследований повлияют на результат будущих тестов, мы стерли объекту память перед выключением. Возникновение личностью прагмат. Мне стало известно, что DI-03367 и DI-33558 называют друг друга 7 и 8. Вероятно, они используют последнюю цифру своих идентификационных номеров в качестве прозвищ. Это напомнило мне о Дейзи, когда она была младше. Она всегда умела давать особые имена своим плюшевым зверушкам и маленьким питомцам. Когда мы создавали эти модели на основе биометрических данных Дейзи, я не ожидал, что у них появятся подобные черты характера. Возможно ли такое совпадение? Нет, лучше не зацикливаться. В конце концов, это лишь искусственные тела, созданные специально для лечения Дейзи. Ни больше, ни меньше. Ну, это мы уже поняли, да, что у него дочь болела. Этих прагмат создавали, чтобы симулировать тело Дейзи и смотреть, как поведет себя организм в ответ на то или иное лекарство. Эй, Диана, мы пришли. Вот реактор. Возьмем на всякий случай. Выделяет огромное количество энергии с помощью химической реакции. Блин, мы вылезали, будто только нас и ждали. Получай! Получай, железяка! Получай! Осторожно! Эта хрень вредна для девушек. Это все? Пошел отсюда.
Тихо, лови. Кончу. Эй, пожалуйста, держись. Так я не знаю, что-то вообще не дамажит. Потерпи. Скоро мы тебя починим. Типа, да и похер на самом деле на ракеты-то. Все, врагов больше не будет. Потерпи еще немного. Мы нашли реактор. Скоро ты поправишься. Прикольно, что пока мы несем Диану, у нас сканер не работает. Ну, типа, она же сканирует, а она не может сканировать. Логично. Да. Наконец-то. Есть результат. Это может спасти Дейзи. Вот. Все благодаря тебе, 8. Пока рано расслабляться, но с твоей помощью у нас все получится. Думаю, придется отключить 7. Очень жаль, но она выполнила свою задачу. Все потому, что я бесполезна. Он отправил меня в хранилище. Тише. Я с тобой. Тихо. Ну давай же, давай. О, это все их воспоминания, да, типа? Да там пятюньку давали. Шиснек. Диана. Шипротек. Шихак. Память. Шиатак. Шипротек. But most important... Я с самого начала ни на что не годилась. Most importantly... Нет. Диана, хватит. Шиснек. Не думай об этом. Лучше думай о том, чего ты хочешь. Хороший вопрос, Демон Глом. Понятие почему. Действительно, почему. Я хочу туда. С тобой. Никогда. Да не, нормально. Наоборот, мы вот реактор притащили. Теперь удаляем все это некроволокно. Да, вот так. Отлично. Потерпи чуть-чуть. И мы отправимся куда захочешь. God fucking damn it. Черт. Не сейчас. Я ему вообще ничего не сделаю сейчас. Не, он, конечно, крутой и пафосный, Это но... же тот стрёмный робот. От него пули отскакивают. Черт! С ней не справлюсь. Но я ни за что не брошу их здесь. Не переживай, детка. Я с тобой. Я стала другой. Что-то изменилось. Небольшие проблемы. Запускаю протокол удаления.
Вообще, да, было бы логично, но, видимо, они просто не отсняли, кат-сцены реюзнули и все. А в идеале, да, ну, по идее, ты прав. У нее воспоминания должны быть от первого лица. Не от третьего. Ты как, ну, по факту говоришь. Мы ее спасли, чат. Все, нормально. После этого я хоть нормально спать смогу. Спасибо. Капец, у меня ручка теплая. Ты молодец. Даже не знаю, тебя починили? Или обновили? Ведяха потеет только так. Ты всем Только в путь. Да. Еще бы. Ведяха просто пыхтит, как не в себя. Когда на мне была эта черная штука, я почувствовала грусть и пустоту. Грусть? То есть ты испытала ее чувство через эту жижу? А что, если 8 чувствует это постоянно? Жижа. Но то, что она делает, это плохо. Согласен. Да. Я согласен. Идем к ней. Щит! Угу. Пошли отсюда. Щит! Была улучшена протокол удаления. При активации он скрывает ближайших врагов, время дышать возможность двигаться, но значительный урон также уничтожает некроволокно, сжимает матрицу взлома до минимального размера. О, отлично. Вернемся в убежище и отдохнем. Согласен. А где выход? Раньше этой фигни здесь не было. Теперь я могу ее убрать. Ага. Впечатляет. Все, вижу, релоуд. Вот, и мы теперь красненькую можем убирать. Да. Ну, теперь надо будет забактеричить, значит, на все назад. Эта дрянь блокирует капсулу. Я разберусь. Далеко стоял. Ладно, возвращаемся в убежище. Ага. Все, фикс ап, Диана. На лунном треке открыта новая остановка. Доступен центральный порт. Ну все, получается, это вот последняя локация наша. Как будем готовы, отправимся в центральный порт. Надо остановить 8 и вернуться на Землю. В систему Кубик добавлены новые функции. Уровень убежища повышен. В центральных терминалах появилось много новинок. Новинок? Слушай, Диана, а ты когда-нибудь плавала? Не, никогда. Интересно, есть ли такая модификация? Не знаю, но я могу попробовать научиться. Ясно. Ага. Не волнуйся, мы будем... Научись держаться не быть по топором. берегу. И запомни, если почувствуешь, что не справляешься, можно повернуть назад. Я поняла. Спасибо, Хью. Скажи робота. Блин, братан, извини. Не особо. Я же мимо него прошел и так посмотрел на него, чуть так с конца и... Слушай, а ты не можешь очищать растения и живых существ Не особо. так же, как роботов? Извини, братан, я Нет, что-то не провтыкался. У человека этот процесс уничтожит всю зараженную область, а не только некроволокно. Если тело сильно повредить, оно ведь умрет, верно?
А к роботам некроволокно как будто просто прилипает. Наверняка местные специалисты тоже проводили разные тесты. 8 в центральном порту. Интересно, какой он? Извини, братан, извини. А есть ли вариант отмотать стрим у нас или нет? Я не туда нажал, извинитесь. Если я свой стрим открою, я смогу его отмотать? Ну вот, да. Не, его не особо сильно повредило там. Я вот к чему. Я посмотрел на него так мельком. И на этом как-то все. Вот, я сейчас найду тебе его. Далеко. Вот, я догадался здесь в него кинуть гранату. Оп. Оп. Вот. Я просто мимо него пробежал, что... Как бы вот он... Я могу себя отмотать! Ну как бы, ну... Я бы не сказал, что прям его как-то сильно повредило. Ну, верх немного пострадавший, возможно, от моей гранаты. Потому что я в него впилил с гранатомета эту штуку. Ну да, ну вот. Ну так, слегка обгоревший здесь, да, но в целом нет, ему нормально. То есть я больше к этому. Так, экран выключаем. Так, что у нас там за обновление? Мы только что расширили наш ассортимент карточек для печатей. Что? Я хотел... Я думал, я закончил, а я не закончил. Как много. Еще и взломы. Господи. 45 секунд взлома. Вы чё? Жалеть. Как же мне плохо. Как же мне нехорошо. Нам надо. Так. Как это лобби? Это прекрасный выбор. Про взлом даже послушай, когда вообще. Не знаю. Не, я беру 2 вот этих ключа сначала. Все остальное вообще не критично. Это один из наших самых популярных товаров. День 8. Это прекрасный выбор. Ракетная, ну и все. Чё и там тренировок? Да? Большое спасибо, я что так надеялся, что мы закончили с этими тренировками раз и навсегда, но нет. Нет, нет, иду я нахер. О, вот гибрид режим. Что такое? Что? Вот так, да? Не, ну, мы, конечно, купим для коллекции, но что-то я хз. Я вряд ли его буду использовать. И вот это, да? Что у нас?
А, да? Прикольно. Забавно. Бустать тогда. Так, способностей новых нет. Здесь у нас Максим. Ага, 3000 надо на это чуть, блин. Ля! Собака. Модификации не хватает. Ладно. Доступно обновление. А, да? То есть еще тут по 3 можно было бы. Ну ладно, насобираем. То есть сколько? 9, даже 10, 11, если будет, да? Это 20 надо. И здесь 8, 9, 10, да? Ну, допустим, даже если тоже здесь 20. То есть еще 40 надо, чтобы это докачать. И остальное будем в скуфандр вкидывать. Нужно very больше золотиша, согласен, да, это прям очень больно. Но ёлы-палы, не хватает еще все. Ну ладно, может там хватит еще, когда мы зафигачимся в красные комнаты. Что ж, до скорой встречи. А я, наверное, уже буду закругляться. Я опять думал, обещал себе, ну так, немного. Чисто так, тренировочки, там, чуть-чуть уровня, и хватит. И больше не буду. Какой же я все-таки обманщик, сам себя обманул, а? Как же я хорош, как же сам себя наебонькал. Да. Как же я просто развел сам себя как лоха на эти 5 часов. Как же я прям умею. Да. Ладно, го, изи плюс 250 забираем. Передадим привет сегодня Кукоже тогда, раз мы в прошлую среду и желуди рейдили, и всех остальных рейдили. Не, мне игра очень нравится. И мне балдево в ней. Прям я кайфую. Тем более, что завтра выходной. Мне прям гига кайфно в нее играть. Она очень приятная. Красивый графен, она не подлагивает. Все как надо. Вот эти взаимоотношения с Дианой, пылесосение уровней, всякие, бои интересные каждый раз. Я обалдею с этой игры. Мне очень нравится. Я хочу прям, все запылесосить. Тем более, что это, звучит довольно посильно, поэтому я не то чтобы жалею. Я жалею, что я просто снова до 10 вечера просидел. Сейчас вот перекусить чем-нибудь бы хотя бы. А в остальном... Возможно, увидимся завтра, если я не провтыкаюсь, потому что завтра выходной. Если я завтра все просплю, то не увидимся. Если мне будет нечего делать, то, конечно, увидимся. В остальном, вам вот такую сердешу. Вы крутые. Хорошо вам отдохнуть. Кто спать, доброй ночи. И большущее вам...